Камера идет? Идет монтаж. А телефоны все выключили? Да. Да. Александр Васильевич, расскажите, пожалуйста, о предыстории ваших отношений с Ельциным. Как вы оказались его телохранителем и что происходило между вами в тот момент и чуть позже, когда Ельцин уже был разжалован Горбачевым после своих демаршей против него? Это коротенько не получится. Это очень длинный разговор, что исторический. Потому что вообще я после того, как побывал в Афганистане, работая в личной охране Бабрака Кармаля, попал в хорошее отношение к своему начальству. И меня стали везде потихонечку тащить. То руководителем охраны одного, руководителя, руководителя, президента зарубежного государства ставят, то кому-то на постоянную работу пытались. Допустим, я работал, когда Горбачев сделал Соколова Сергея Леонидовича, тоже афганца, сделал министром обороны, то меня тоже к нему направили. Я был заместитель начальника охраны где-то 3 месяца. Вот. Но не наладил отношения с первым лицом, не Сергеем Леонидовичем, а тот, кто был моим начальником. Вот, и попросился обратно. Вот. И после этого это нехорошие вещи. Обычно после этого начальство не любит, и человек старается куда-нибудь задвинуть его и больше не выдвигать. Но меня почему-то поняли, мы, говорят, его знаем, что он действительно идиот. Поэтому Ивченко такой был. Вот, подобрали другую работу. Только-только в Москву где-то около года приехал Ельцин. Его, значит, сначала назначили заведующим сектором строительства ЦК КПСС, отдела строительства, не сектор мельче. Вот. После этого выбрали на пленуме секретарем ЦК КПСС по строительству. Это уже человек вошел в элиту, стал охраняемым лицом. Правда, не такой силы охраняемой, но ему уже давали объект охраны, госдачу, охраняемый 9-м управлением, естественно. Вот. И был свой комендант охраны. И охраны, и обслуживание, все вместе. Вот когда Ельцина должны были выдвигать дальше, его хотели сделать первым царем Московского горкома КПСС, убрать Гришина, поставить его, и одновременно на пленуме сделать его кандидатом в члены Политбюро, то есть повысить его ранг. Вот нужно было уже охрану ему повышать. Значит, нужна была личная охрана. И комендант Юрий Кожухов отобрал 2: Виктора Суздалева и Александра Коржакова для Ельцина. У него было порядка 1,5-2 десятка кандидатов, выбрали меня. Поэтому в 1985 году, в декабре месяце, меня привели с ним познакомить. Мы с ним достаточно хорошо по-доброму поговорили. Вот. Он говорит, хорошо, говорит, давайте, говорит, я вас буду звать Александром, и заступайте завтра на службу. Вот и все. Так у нас началось. Какой это год? Буквально в феврале месяце идет пленум горкома московского, его февраль 1986 года его избирают первым царем московского горкома КПСС. Вот, и мы начинаем перекидываемся на работу не в ЦК КПСС, а на Москву. Все. Здесь уже мне проще, легче. Я всю жизнь родился в Москве, всю жизнь был москвичом, и поэтому Москву знал как свои 5 пальцев. С детства, с первых глаз я Москву пешком все обошел. Она была не такая огромная, как сейчас. Тогда было проще, тогда она заканчивалась в Триумфальной арке на Кутузовке. С этой стороны и в других местах, что в Лефортово и так далее. Не очень большая была в то время. Но все-таки постепенно разрасталась. Я имею в виду год 57-й. Вот, и дальше с ним работал честно всегда, как говорил, сам никогда не вылезал. Почему я считаю, что Ельцин со мной дольше всех работал, 11 лет практически, без малого? Потому что я ему всегда говорил правду,
и никогда не навязывал свое мнение. Вот ему надо что-то узнать, и мое мнение. Он меня спросит, я отвечу так, как я думаю, даже если ему это не лицеприятно. Иногда бывало интересно, что он делает вид, что не расслышал мое там предложение или ответ мой. А где-то недели через 2 он ко мне выходит с этим, как в свое время в нашем фильме «17 мгновений весны», как Шелленберг также Штирлица слушал, а потом через какое-то время Штирлиц предлагал, вот, а вот как если вот мы так поступим? Как будто это была его идея. Ну, это здесь то же самое было. Все 11 лет было точно так же. Вот я спокойно к этому относился, и мне не нужна была какая-то слава, то, что кто там что-то сказал. Вот и все. И это продолжалось 2 с лишним года, до того момента, когда он все 2 года он обожал Горбачева. Его бежал к телефону, если прямой телефон звонил, сорвался со стола, прям чуть там стул не падал. Скорее всего. И только Михаил Сергеевич. С ним вообще по фамилии он никогда не называл, даже в разговорах. Он все равно Михаил Сергеевич. 2 года обожания. Вот. Потом постепенно, когда он стал членом Политбюро и участвовал во всех заседаниях Политбюро, то его мнение менялось вообще. И о Политбюро, и о руководстве страной, и что у нас в стране все это трепотня, все это перестройка, гласность, все это гласность еще ладно, но перестройки у нас никогда лучше не будет. С таким Политбюро, где всем за 70 лет. Вот. И там я заметил одну тенденцию, которая в конце жизни проявилась. Он после каждого Политбюро он приходил, очень сильно ругался на них. Говорил, что эти старперы страну доведут до краха. И я говорю, батюшка, как-то непонятно. Вот смотрите, в Китае, там, в Индии, наоборот, считается, человек, кому за 70, он мудрый, ему уже не нужны женщины, ему не нужно, значит, спиртное пить, потому что здоровье не позволяет. А надо думать о том, о своем, о высшем, о том, что когда-то придется встречаться, придется отвечать перед Господом, и надо делать только хорошее. Поэтому как-то не очень сходит с вашими выводами по Политбюро. А говорят, нет, это все старперы, у них уже заскорузлый мозг, всем за 70. Надо, ну, сейчас нынешнее, наше Политбюро, которое в нынешней России, ну, как раз к такому вот подошло. Через год будет ровно 18 лет, как у власти у нас наш нынешний руководитель, он сравняется с Брежневым. Так что все, кто его окружает, то чуть постарше, они будут тоже за 70. Так вот, я говорю, ну хорошо, ваше мнение, до какого времени эта политическая составляющая человека, сколько он может работать так, чтобы действительно на полную катушку помогал стране, и вся его голова работала как положено. И вот тогда, вот мне еще говорил, вот в середине 80-х, что меня это железное только 65 лет. До 65 лет человек может работать, дальше, пожалуйста, поезжай на дачу, сажай картошку, клубничку, книги читай, мемуары пиши, все. И вот он так себе, и так он себе запрограммировал. Поэтому я, забегая вперед, хочу сказать, что когда ему исполнилось 65 лет, в 95 году, и я после, ну, как говорится, крутого отмечания на следующее утро приехал за ним, и он вышел на крыльцо, я его не узнал. Он как будто состарился лет на 15. У него было и сутулился, и глаза потухли, все. Я понял, что то, что он тогда делал, он себе все время это наговаривал. Ельцин себя запрограммировал до 65 лет. Почему он не хотел идти в президенты второй срок? Не хотел. Его заставила семья. Они боялись, что с ними поступят, как и всегда поступали с теми, если человек уходил от власти, то семью забывали. Как у меня ведь был случай, что ко мне пришла жаловаться в Кремль дочь Андропова. Извините, Андропова вас до сих пор все, кто в то время жили, на то поколение очень сильно уважают.
а дочь выгнали из поликлиники, из Кореновской. И я такой ему устроил, не хочется выражаться, матерно, этому Миронову, негодяю, который в управлении делами президента, возглавлял медицинское управление президента, что ее бегом снова приняли, взяли, и она, я не знаю, как сейчас, когда меня убрали, может быть, ее тоже убрали. Но, во всяком случае, ее тогда восстановили. А письмо у меня до сих пор хранится в архиве от нее, что она, пожалуйста, вот так поступают, так же поступили бы и с Наиной, и с ее детьми, если бы Ельцин ушел. Это они так думали. Хотя они не понимали, что совершенно другая эпоха произошла. И революция в то время в России произошла. Но мало кто замечал, что она произошла в мозгах у народа. Вот, кстати, ты же, Ян, тоже, наверное, после этого ушел, убежал в Америку-то. А до 91 года не мог. И хотел бы, да не мог. Или ты в Израиль сначала? В 90-м. 90-м, а чуть-чуть раньше. Ну вот, но то, что Горбачевская перестройка, особенно гласность, она очень здорово сделала в мозгах у людей. Вот молодые вы еще не знаете ничего этого, а у нас это было... Я вообще гласность обожал. Горбачева можно ругать, можно его по-разному хвалить. Я сказал, что гласность – это его заслуга. И за это можно хвалить и благодарить его. Мы много узнали про то, что не могли. Вот сейчас у нас делают то же самое, что было до Горбачева. А какое у вас отношение тогда было к Ельцину? Ну, его разжаловали, а вы с ним Знаете, почему-то остались. я скажу так, что Ельцин мог это, может быть, он умышленно это делал. Может, он действительно, у него такой был принцип работы в Свердловске, где он 10 лет работал. Но я встречался кстати, у меня фотографии даже есть для новой книги, с Яковом Петровичем Рябовым, который был первый секретарь Свердловского обкома КПСС до Ельцина. Это он Ельцина вытянул и уговорил Брежнева, когда его взяли в Москву на должность секретаря ЦК КПСС и начальником Госплана СССР, Ельцина сделали это. Это был 1975 год, первым старем Свердловского обкома КПСС. Ну что, 10 лет он работал, где-то действительно у него были демократические позывы. Были. Один из таких позывов, он мне все время хвалился, что он посетил 200 птицеферм, которые у него были в области, 200 птицеферм. Я говорю, подождите, но для того, чтобы узнать проблемы этого птицеводства, достаточно было посетить 2-3, может, еще побольше. И все, и решать эти проблемы, не тратить время дорогостоящее, и транспорт, и людей, чтобы очередной узнать, то они же будут то же самое говорить. На всех сферах обязательно. Он говорит, нет, вы не понимаете. Здесь важно то, что я с людьми общался. Кому там подарки, там, медали там, на грудь там, птичницу можно повесить, кому-то часы из себя снять, подарить штатные часы, которые все думали, что они действительно свои, но потом все поняли, что это уже специально готовили для него. А расскажите про это. Говорят, что вы чуть не сумку с часами за ним носили. Ну, не сумку, но десяточек всегда у нас было. В папке у помощника и у Илюшина всегда были, потому что когда... Это же у меня была традиция такая еще... Ну, не знаю, как если вы фильм «Офицеры» смотрели, то как красный шаровар дарили, так вот. Потом перешли часы стали дарить те руководители старой закалки. Ну, вот. Но все равно это где-то что-то его сближало с народом. Хотя я очень много слышал о том, что не очень хороший был руководитель. И то, что дом Ипатьева он снес, сейчас часовню поставили, это чтобы только прогнуться перед Брежневым. Там было решено на Политбюро этот дом снести, но ведь никто же не приказал, что снеси прямо сегодня. Он поторопился, снес именно сегодня. Еще раньше, когда узнали, там спор пошел, а надо ли было вообще его сносить или не надо. Все-таки историческое здание. Вот он каялся, вот постоянно по этому поводу каялся, и то, что он потом построен там храм, ну, это в том числе его инициатива была. Хоть храм был построен уже современный, не в то, не в советское время. Тогда храмов не строили. Ну, вот. Он к этому, наверное, все-таки свою руку приложил. Ну, усто, конечно, не деньгами.
А почему вы остались с Ельциным, когда он ушел в отставку? Значит, я могу сказать, что для Москвы, после Гришина, который сидел уже там не одно десятилетие и вообще понятия не имел, что творится с Москвой, если вы смотрели фильмы про «Гастроном номер один», такой у нас был фильм, когда посадили директора гастронома Елисеевского. Ведь тогда коррупция была, вот Гриша был во главе коррупции, во главе торговой мафии. Фактически он стоял. Все это знали, но никто его не трогал, потому что они все были одногодки. И Брежнев, дальше шли там, понятно, его украинские друзья. Тут уже кто в Москву зацепился, держался за Москву. Хоть потом после Ельцина Зайкова поставил, Зайкова до сих пор никто не помнит, но помнит Гришина, помнит Ельцина. Ну, потом уже Лужков, он всех затмил на Москве. И вот он для Москвы сделал тогда, в то время, когда было тяжело что-то придумать для экономики, он ввел свой, значит, принцип Свердловский, что ярмарки стал устраивать, ярмарки выходного дня. И все Подмосковье свозило на машинах достаточно дешевые овощи. Особенно очень это было важно для москвичей, которые у многих, в том числе у меня на балконе был специальный ящик оборудован, деревянный. Чтобы картошка не замерзла, достаточно было лампочку 15 ватт поставить туда, и ее в морозы, она согревала всю картошку, достаточно, температура была не минусовая, а плюсовая. Лампочка много света не брала, много денег на нее не капало, а картошка могла храниться долго. Ну и, естественно, другие овощи и фрукты, если надо. Вот он это сделал, и до сих пор люди вспоминают, что тогда приезжали, не нужно было, где-то ярмарки делали, а где-то просто во дворы приезжали. И это до сих пор помню хорошо. Но он же ведь боролся с мафией, с партийной, московской. Да, он поснимал очень много первых секретарей райкомов. Да, вел такую борьбу иногда слишком, перебирал. Ну, снял и снял. Нет, вот я присутствовал несколько раз на заседаниях Московского бюро, когда вот человек, ну снимай, все, принято решение снять его. Ну и снимай. Нет, зачем его еще часа полтора его унижать и так издеваться над ним. Вот это еще со Сталина, видимо, пришло, как тогда занимались, он был так опустить, так принизить, что иногда даже бывали и инфаркты у людей. Даже были случаи, что кончали жизнь самоубийством потом. Все это было за 2 года только. Вот, и народ этого не видел. Народ-то хорошо, что кого-то там, Варюгу там, или Блатного снимали, торгаша. Поэтому все-таки здесь. Но Горбачев уже тогда его заподозрил. И ему очень не хотелось слушать его отношение к члену Политбюро. Он написал ему летом 97-го года, он написал Горбачеву письмо. 87-го года он написал Горбачеву письмо и послал ему на отдых. И все время ждал ответа от этого письма. Месяца 2 ждал ответа. Что это письмо, я не знаю. Но судя по тому, как мы с ним беседовали по части того, по оценке работы нашего партийного руководства, то, наверное, что-то в этом было. И Легачев плохой там, и Соломенцев плохой. Соломенцев все-таки был тогда председатель Совета министров, а он уже народный контроль был партийный контроль. Воротников был уже председатель министров РСФСР. Ну, короче, все пожилые, все смотрели на первое лицо, как сейчас. Вот как первый скажет, так будут делать. Одинаково. Ничего не изменилось. Вот. А он все-таки хотел что-то нового. Ну, выпивали тогда. Выпивали в меру. Выпивали, сколько мы с ним? Бутылку коньяка на 2 и все. Без закуски выпивали. И нормально. Дальше он у себя на даче сколько нужно добавлял. Он вам нравился по-человечески тогда? Вы знаете, конечно, по сравнению с тем, кого я видел, это было что-то новое. Действительно. А потом, когда его решило наше демократическое общество выдвигать, сначала в депутаты, потом вот и в президенты, то он же с народом общался и умел говорить.
хорошо говорил, понятным языком. Понятно, что он в экономике не разбирался. Очень, если он по 200 ферм объезжал. Зато он еще, я забыл сказать, что он хвалился мне, что он 2 раза прочитал всего Ленина, 50 томов, 2 раза. Я сказал: Борис Николаевич, а что же там читать-то? Я учился в юридическом институте. У нас знали, что есть только хорошая книга была нормальная. Читаем, это «Государственная революция». Ну и некоторые письма, которые он писал, когда уже в 22 году. Вот, а так материализм и империокритицизм, и все, что можно на эту тему, все его письма, полемика с кем только может, с Мартовым, там, и с Плехановым, или с иностранными философами, больше не с кем. Нечем читать-то. Что ты можешь? Да еще 2 раза. Нет. Я говорю: жалко терять время. Лучше бы «Бесы» почитали Достоевского, еще что-то. Кстати, я книгу сейчас новую выпускаю, называется «Бесы 2.0». Как раз вот я взял от Достоевского то, что творилось и творится сейчас у нас. Сейчас доберемся до нее. Но все-таки он стал опальным. Вам не было страшно, что вот... Он стал... Нет, подожди, я не даже сказал, что когда он ждал ответа от Горбачева, месяц проходит 2, никакого ответа и привета нет. И в это время происходит Октябрьский пленум 1997 года. И он настолько переживал, что Горбачев уже 3 месяца ему не отвечает, и не вызывает его, и не звонит ему, а сам он боялся позвонить. Вот, и решил выступить на пленуме. Записался, пошел, говорил какую-то чушь, потому что до этого, у него частенько было, что он накалывался разными баралгин, там еще всякая ерунда, от головной боли. Он ей страдал. Когда у него была головная боль от давления, а иногда была от того, что он перенес воспаление уха. Он на одно ухо, на правое ухо не слышал. Такое левое ухо. Поэтому и от этого, в основном, конечно, от того, что тот, кто его породил, и тот вдруг его, значит, не воспринимает. И он выступил на пленуме. Выступил очень плохо, но поскольку записался раньше, то дальнейшие выступающие были уже все расписаны. Поэтому там было 1,5, если не 2 десятка выступающих, которые его клеймили позором, а клеймить-то было и не за что. Только из-за того, что он выступил против линии Политбюро. Вот. Потом в народ вышло письмо, которое ходило там подспудно. Его речь Ельцина на Октябрьском пленуме. На самом деле, эту речь написал Полторанин, Миша, которого он сделал тогда главный редактор «Московской правды». И она была действительно самая крутая газета в то время, самая острая. Вот. И потом это письмо, народ думал, что это вот Ельцин так выступил. На самом деле он так не выступал, потому что это было вообще непонятно что. Такой бред сумасшедшего. Скорее так. Вот. И после этого слег в больницу. И из больницы уже его вывезли на московский пленум, где снимали с московского горкома. Тоже много позорного услышал. Но здесь, что интересно, он покаялся. Для меня это было в шоке. Он, посчитал, что это как при Сталине каялись все. И тут он покаялся, да, он виноват, он себя неправильно вел и так далее. Столько наговорил на себя глупостей, что я тоже понял, что это не так. Вот. И, после этого был снят секретаря Московского горкома, а потом на следующем пленуме, это уже был февраль, по-моему, 1988 года, его снимают с кандидата в члены Политбюро, и тут же приезжает Плеханов, начальник 9-го управления, генерал-лейтенант, и охрану с него снимают. Нас приказал нам сдать оружие, и охрану с Ельцина снял. Потом меня сажают дежурным в дежурку. Мне так нравилось самоработать. Снижают на 4 должности вниз, на капитанскую должность. Я с должности подполковника, главное, год уже переходил майором, но мне специально не давали, потому что они знали, что скоро будет съем. Вот. Но не важно, мне это очень нравилось, работа дежурным, сутки через трое. Я когда подменялся и приезжал в эту деревню Простоквашино, и отдыхал себе, и гараж построил себе. Я после Афганистана машину купил, поэтому мне было нормально. Вот, и
Мы стали с ним часто встречаться. Первый раз приехали, к нему просто его навестили на квартиру с Витей Сударевым. Посидели, выпили, погутарили. Он говорит: ребята, ну хоть почаще ко мне приезжайте. Его сделали в Госстрое заместителем председателя Госстроя в ранге министра СССР. Вот. Ну и оставили членом ЦК КПСС. Ну вот мы сначала с Виктором, потом я один его навещал. Ему Виктору некогда было, он там дачу строил. Вот. И практически почти каждый выходной или у него, и потом однажды я его пригласил себе в Простоквашино, и ему так понравилось, что он полюбил это место, и мы уже приезжали сюда. И по лесу ходили, и была эта самая антиалкогольная кампания, находили мы с ним, все, что нужно, я находил. Вот. Дальше он захотел здесь поселиться тоже, дачу здесь получить. Хотя у него была госдача от Совета министров СССР, но семья там жила, а он все равно со мной отдыхал. Я ему как-то тут за 2 с небольшим года я ему в душу вошел. И он хотел со мной проводить время. Больше того, вот на этом месте должен был стоять дом, который выбрал Ельцин. И его начали строить тогда. Не он, правда, а его зять Акулов с Леной. Он им потом передал, потому что стал уже депутатом, потом тоже быстренько президентом, и им уже Простоквашино было не нужно. Он потом только 2 раза приезжал сюда, в ранге президента. Но все равно ему было приятно. 1 раз на машине, а потом на вертолете. Вот. Поэтому я не могу сказать, что я считал, что в опале то все навсегда, как и было всегда в СССР. Это то, что сделал Горбачев, уже повернул сознание людей. И люди подумали, что ведь можно через гражданское общество собирать митинги, демонстрации и, в конце концов, перевернуть страну, сделать другой режим. Хватит, коммунисты всем уже надоели. Я хоть был коммунист, но я партийный билет свой не сжигал, я никому не отдавал, у меня он так и лежит. Вот. И потом, когда у него было день рождения, мы с Виктором Суздалем, это 89-й год, приехали его поздравить 1 февраля. И, естественно, там у него все записывалось. Ну, его хвалили. Он уже собирался идти кандидатом в депутаты. Тогда было новшество. Должен был избираться съезд народных депутатов СССР. Горбачев придумал, и половина там с общественной организацией, половина избирались одномандатниками. Вот Ельцин должен был избираться от Москвы. Ему очень понравилось, что это номер 1 депутатский билет. Это он избирательный округ номер 1 Москва, поэтому он хотел от нее. И тем более его помнили, что он здесь много хорошего сделал, когда был первым председателем. Вот и все. И когда узнал руководство, то приняли решение меня уволить. Ну, уволили. Конечно, это было страшно. Для меня было горе, я больше ничего делать не умел. Но обидно было, что я был самый лучший офицер. В 9-м управлении я был чемпион многократный по стрельбе. И 9-е управление, и КГБ вообще. Многократный чемпион по волейболу, все только можно. По спортивному ориентированию чемпион. Мне очень понравился этот вид спорта, потому что я прекрасно разбирался в картах, а у нас на этот вид спорта все время послали легкоатлетов, которые бегали хорошо. Ну, бегали-то нехорошо, с мозгами не очень. А я наоборот, так трусой, но точно всегда выходил на нужное место, и поэтому занимался на хорошие места. Вот. Полюбил этот вид спорта. Вот и все. И, естественно, у меня никогда не было никаких нарушений, взысканий. Наоборот, только одни. Толстенная была мое дело личное, где в основном только благодарности, награждения, один только Андропов мне 3 благодарности делал. И Афганистан. У нас Афганистан прошел, это всегда считал, что это большой плюс в биографии и для служебной карьеры. И вот так неожиданно меня убрали. Одного. Виктор еще оставался работать, а меня почему-то. А меня предупреждали. Говорили, что ты давай осторожнее, а то ты с опальным общаешься. Я говорю, ребята, он же не враг народа.
Он член ЦК КПСС, министр. Почему я не могу с министром общаться? Ему нравится, со мной общается, ему хорошо со мной, и слава богу. А дальше пошло. Дальше, до того, пока он съездил в Америку, там почудил немножко. И когда после статьи, значит, из итальянской газеты правильно перепечатали, то это очень сильно ему ударило по мозгам. Это случилась ситуация, когда после митинга он уехал на дачу якобы, хотя должен был ехать на квартиру. Уже была осень, сентябрь, на даче никого не было. Ну и рассказал всем, что как будто его там 4 напали, на голову мешок и сбросили в реку. Значит, я на следующий день поехал туда, все разведал. Если бы случилось так, как он сказал, то ему точно и шею сломал, или позвоночник. Там глубина меньше метра, там, откуда его сбрасывали, потому что он там никогда не был или не видел. И сказал, что его с моста там вот в Успенском, значит, сбросили. Нет, но он был мокрый, действительно был мокрый. Я когда приехал его выручать ночью, то костюм у него был, и даже с некоторыми травинками, как будто действительно где-то он то ли в канаве валялся, то ли в речке. Ну, если его бросили туда, тем более потом уже в книжке своей новой я очень много про фантазии пишу, как он фантазировал. И здесь то же самое, как он рассказывал, что на дно опускался, и вот пока мешок с головы развязывал, прыгал и двигался, чтобы вздохнуть, и через мешок дышал, к берегу приплыл. Какая река-то? Москва-река, что ли, была такая уже московская, в городе. Есть так можно прыгать, когда там дно видно. Вот оно, рядышком. Ну, сочинял много, конечно. Но задача была одна у демократов. Убрать Горбачева. Он же всем к тому времени, 89-90 год, он уже всем надоел. Все поняли, что это пустышка. Продает нас Западу, ничего от него в России все хуже, в стране все хуже, в СССР еще. Магазины все полки пустые, зарплата там, и тогда уже не на что было платить. Экономика, военная промышленность вся перешла на горшки и фалоимитаторы, что только там, коляски выпускали, ну, заработать нельзя было. Ну, пытались что-то делать, но катились вниз. Надо было что-то делать. Вот вся демократия нашей страны поднялась, и начались митинги, которые доходили до 2 миллионов. Я тоже в них участвовал частенько. Даже ходил с плакатом «Руки прочь от Ельцина». Вот. Ну, какой плакат? Это я в хозяйственном магазине купил черенок от лопаты и к нему прибил фанерку, которая написала, что «Руки прочь от Ельцина». А черенок, на всякий случай, если придется драться с Куликом, с внутренними войсками. Поэтому... Скажите, а где вас застал путч 91 года? У вас было предчувствие перед путчем, что что-то такое варится? Нет, не было предчувствия, тем более накануне путча мы были на приеме, ну не мы, Ельцин был на приеме у Крючкова, у председателя КГБ СССР. Буквально за 2-3 дня, как мы должны были лететь, уже Ельцин был президентом, должны были лететь в Казахстан с официальным визитом. Где-то около часа продолжалась беседа. Крючков и Ельцин вышли очень довольные беседой. Ельцин, значит, посадил в машину, закрыл дверь. И когда Крючков со мной прощался, за руку мне, пожалуйста, сказал: я вас прошу, берегите Бориса Николаевича. Точно так же потом Борис Николаевич говорил Путину: берегите Россию. Вот таким же тоном абсолютно. Я, Борис Николаевич, сел к нему, уехал. Через несколько дней мы в Казахстане. Там прекрасный был визит, прекрасный прием. Ведь Нурсултан Назарбаев ведь тоже для него был первый такой официальный в качестве президента, он принимал президента России. А Казахстан всегда к России прислонялся и никогда не хотел с ней оторваться. Даже мысли не было. Хоть там и были на смены, но это не проходило.
с этим руководителем, с Назарбаевым, это не проходило и до сих пор не проходит. Вот. Ну, дальше нас очень хорошо принимали. Долго-долго, но самолет все время задерживали. Задерживали из-за того, что задержка этой пьянки. Нескончаемой пьянки. Там чего только не было. И шатры, и хороводы, и песни, и бассейн. Природное джакузи сделали для Ельцина. Официально пустили речку в бок и обложили камнем. Холодная вода была, но он наслаждался в ней, потому что тогда было жарко в Казахстане. Вот. И была на несколько часов, больше 3 часов, 3 часов это точно. Знал об этом Назарбаев, не знал, я не могу точно сказать. Но он, такое впечатление было, что он нарочно затягивал. А Ельцин, ему лишь бы посидеть, попеть да выпить, и нормально было. Поэтому полетели уже поздно, до Москвы долетели, сразу все по своим местам, по койкам, и только в 6 утра меня будет дежурный по приемной Ельцина Гена и говорит так и так: включайте телевизор. Произошел переворот государственный. Ну, я включил, показывает Лебединое озеро. Ну, пока одевался, зубы чистил, пока там уже стало Нонна Бодрова рассказывать нам, как дикторша, что творится, заявление этого комитета национального спасения. И вот я побежал, где-то минут 5 от него жил, в дачный поселок Архангельское, на Калужском шоссе. Разбудил, поднял всю семейку. Вот. Все спали? Году. А? Все спали еще? Все спали, да. Все спали. И тогда еще ведь не было телефонов в правительстве, там ничего. У него телефон был городской такой, у дежурного. И мой городской, и того городского. Мы все постепенно тогда брали у Горбачева. Все потихонечку, по чуть-чуть. С 9-го управления у него делили. Дележка была такая, мягко говоря. Дайте нам России. То мы вам вообще потом бюджет отдавать не будем. На правительство СССР. На руководство СССР. Ну, там очень долго шли новогородские встречи. Ведь это случилось путч 19 августа, а 20-го должно было быть подписание союзного договора. Вот что бы об этом кто ни говорил, не писал, я могу сказать, что это вранье. Потому что если бы было подписание союзного договора, там уже сходили бы с ума, уже приезжали бы руководители республик. Для них бы забивали особняки или там гостиницы какие-то. В то время еще хороших гостиниц не было. Гостиница Москва была самая лучшая. Вот. И вообще не было заметно, что какой-то будет союзный договор подписывать. Вот мы еще день в Казахстане провели, 19 здесь, а уже завтра, 20-й, должен быть союзный договор. Не было ни в газетах нигде, ни в печати. А потом нам стали сказки рассказывать, что должны были подписывать союзный договор. На самом деле, это говорит о том, что Горбачев знал о том, что будет путч. Поэтому тему не поднимали. Плеханов знал об этом, потому что он должен был готовить особняки для глав делегации, кто должен подписывать. Дальше, где это должно было быть? В Большом Кремлевском дворце, или там в первом корпусе Кремля, или, может, еще где-то придумают, там, колонну зал Дома Союза. Мало где могли что придумать, где подписывать договор. Но вообще этого не было. Ничего не готовилось. Почему я говорю, что это все сказки нам рассказывают, что должен был союзный договор. Это потом, вы считаете, придумали? Это потом, конечно. Потом придумали про союзный договор? Конечно. Его готовили, да, собирали. Да, специальная группа сидела в Волынском. В Волынском это рядом с дачей Сталина, ближе к даче Сталина. Там эта группа сидела, готовили договор. По новогородской встрече были постоянно, где сейчас Путин живет, в этом месте. Съезжались главы республик союзных. Мы с Горбачевым это обсуждали, эту тематику. Здесь, как правило, побеждал Ельцин, потому что Россия самая большая, и мы должны свои деньги на Россию больше направлять, а не на бюрократию союзную и там, на ЦК КПСС. Поэтому была всегда полемика, но заканчивалась по-доброму. Обязательно была пьянка небольшая. То и вдвоем Горбачев с Ельциным, или иногда приглашали Назарбаева втроем.
А вот так, чтобы все вместе, такого не было, по-моему, ни разу. То есть вы считаете, что Горбачев был в курсе планов путчистов? Считаю, что да. Если ты готовишь союзный договор, тебе должен доклад приезжать, как там идет подготовка. То есть вы считаете, что это все был маскарад такой Да, большой? ну, да, знал, что этого не будет. Поэтому вот. Расскажите, а как вы выехали из Архангельского и как попали в Белый дом? Подробно я уже писал во всех книгах, в интервью, но ой, как не хочется это повторяться. Ну хорошо, давайте пропустим тогда подробности. У нас, в принципе, Просчитывается, много рассказов ну, есть про этот выехали, момент. там собирался, ну, вам важнее не вот это мелочь. Расскажите тогда вкратце, что происходило в эти 3 дня и Вот, какое тем более отношение у вас сейчас было этот к этому путч путчу. не считают за серьезный многие. Вот, а я считаю, что он серьезный был. Просто пошло не так. Поэтому. И вот ребята первые, когда погибли, Язов не хотел, Язов, кстати, это министр обороны наш, который не хотел этого путча, боялся крови. Когда Совет национального спасения его все-таки заставил войска ввести в Москву, он вел, но команды не давал, чтобы с народом не воевать. Вот. И когда погибли на вторую ночь 3 парня, которые пытались поджечь там бронетранспортеры и танки на перекрестке Садового кольца и Калининского проспекта тогда, сейчас называют Новый Арбат, там обелиск стоит. И вот эти первые жертвы были, которые, наконец-то, их всех остепенили. И ГКЧП поняли, что Государственный комитет, что они перебрали, что они пошли против народа, ничего не получится. И будет потом им за это суд. Вот. И Крючков начал искать подходы к Ельцину. Я как раз уже Ельцин отвел в подвал, в бомбоубежище, которое было в Белом доме. И проверял посты, и вообще как обстановка наверху, что творится. Прием я пришел, и при мне прям как раз звонит Крючков. Так и так, по городскому телефону, потому что правительственные все были выключены. Говорит, я с ним поговорил, говорит, так, соедините меня с Борисом Николаевичем. Я говорю, сейчас сделаем, хорошо. Борису Николаевичу позвонили там вниз в подвал, сказали, что Крючков, соединили. Все, и Крючков сказал, что он готов всего, завтра войска будет вводить. Все. Закончили путч. То есть, ну, потом еще собрались самолеты, послали за Горбачевым. Еще день прошел на этом. Ну, а когда была 3-я ночь, то уже народ праздновал. И утром только все были так счастливы, что случилась эта революция. Ее можно сравнить только с февральской революцией. Февральская революция 17 года ведь тоже была бескровная. И это практически бескровно. 3 человека погибли. Вот, но строй поменялся. Надеялись, что будет лучше. Здесь Ельцин совершил ошибку, которую ему, конечно, я ему ее простить не могу. Потому что он неожиданно обнаружил, что он устал очень. А чего ты устал? Ну, ты в Казахстане отдыхался. Здесь, да, каждый вечер ты отдыхал. Ну, я имею в виду отдыхал в кавычках. И когда Горбачева приняли, когда, значит, всех поназначали министров, Горбачев сначала назначил ведь министром обороны Моисеева, очень хороший генерал армии, начальник генштаба был. Вот. На КГБ поставил Леонида Шабаршина, тоже очень порядочного человека, который был начальником первого главного управления КГБ. Вот. И поменял их по просьбе Бурбулиса и приказанию Ельцина. Горбачев поменял их на... Вместо Моисеева стал маршал авиации Шапошников, который дал команду авиации всей, командующий авиации Министерства обороны страны. То, что отменил партийность, во-первых, да и к тому же сказал, что без его команды, чтобы ни один самолет не поднимался во время этого путча. Вот.
И Шабашина также сняли. А поясните, когда Ельцин устал? Про какой момент вы говорите? Он устал, но он неожиданно принял решение поехать отдыхать в Прибалтику. Мы там были, до этого ездили один раз на 2 недели. Нас пригласил Горбунов, председатель Верховного Совета Латвии. Вот. И ему захотелось еще отдохнуть. Сейчас самое время было расставлять правительство. Все, пока ты у власти, ты же что-то можешь, а ты уехал на 2 недели. И связь была только городская. И вот помощник Илюшин ему там сообщал, что тут делается, как это, Бурбулис там командовал. И упустили инициативу. Просто упустили инициативу. Столько, во-первых, началась чистка в рядах управленцев. Если помните, такая была, что фраза: «А ты где был во время Путина 91 года?» Всех спрашивали. И считал, что если кто-то там отдыхал или где-то кто-то прятался, значит, уже предатели были страны и так далее. И, в общем, делали, что хотели. И на первые посты вылезли самые негодяи в то время. И они, многие сейчас до сих пор сидят. А нужно было все-таки... Я бы хоть помогал бы ему. Хоть таким способом, что говорил бы, что это нельзя, это вор, этот партийный. Это тоже Петров, который стал главой администрации президента. Ему достаточно было один раз хорошо напоить Ельцина, когда он приехал, когда его сняли с посла Кубы. Он приехал сюда, и первое, что они жили в соседнем доме с Ельцином, тут же с женами опять подружились, потому что они жили раньше на одной площадке в Свердловске, в одном доме. И давайте мы вместе соберемся, давайте все наши плохие дела забудем. А то, что он, будучи послом на Кубе, агитировал все время голосовать против Ельцина. Один раз агитировал, когда Ельцина избирали депутатом, и второй раз агитировал, когда депутатом от РСФСР его отбирали. И вот. Ну, что насчет президента я даже не помню, был он послом уже или не был послом. Короче, накрыл стол, привез из-за рубежа очень много таких напитков, которые Ельцин и не видел даже. Быстренько его поили, и он согласился, что он Петрова берет главой администрации президента. Тем более и Петров, ему даже памятник ставят, все ЦКовские чинуши, потому что он сохранил все ЦК. Я когда работал с Ельциным, и еще в выездной охране работал, Андропов работал когда. И да, я с ним, с Андроповым полностью, он стал генеральным секретарем, с ним 2 года работал в личной охране, старший из охраны был. Значит, и мне часто приходилось быть в ЦК. Поэтому я многие, там, когда по этажам ходил, многие фамилии мне запомнились. И когда я пошел в администрацию президента как-то, Бурбулис, по-моему, ходил, я шел и был в шоке, удивлен. Те же самые фамилии все, те же самые. Только там, где был раньше там отдел там, ЦК КПСС, сейчас департамент ЦК КПСС. Там раньше был сектор, сейчас подотдел, или что-то по-другому назывался. А фамилии все одинаковые. Все чинуши, вся бюрократия, какая была, она вся сохранилась. Петров сохранил. Что такое администрация президента? Вот я считаю, в Америке администрация президента, это, может быть, от силы, там, может, там, 150 человек. И кто там она? Тот, кто обеспечивает работу президента. Бумаги готовят там, кем-то там по его указанию, выполняет его указания. А здесь все ЦК КПСС. Все кабинеты, все помещения, все осталось. Администрация президента. И самое главное, что так народ и думает, что так должно быть. А это было сделано Петровым тогда, когда мы были в Прибалтике. Ну что Ельцин будет разбираться по мелочам, кого-то там сняли, начальника кого-то не сняли, там же нужно было менять всю структуру вообще. Если мы хотим, как у американцев, то нам не надо создавать отстойник в форме Совета Безопасности. Совет Безопасности – это президент, вице-президент, министр обороны, помощник национальной безопасности, тот начальник там разведки, начальник ФБР, там, может, там у вас. И Сгулькинов, и аппарат небольшой, который при них. Вот и все. Вы должны, ребятки, собрать головами, что делать. А у нас совбез – это отстойник. Кто уже это отработал, никому не нужно. Пусть еще люди должностные собирают туда и делают там
телевизионную картинку. Как они решают проблемы. И плюс огромный аппарат. Огромный. Зачем это? Давайте про 93-й год поговорим. Вы с Хасбулатовым и Рудским были по одну сторону баррикад в 91-м. На танке стояли, да, и потом вот так вот все перевернулось ровно наоборот. Как это получилось? На танке стоял там один, который по фамилии Золотов, человек, который еле-еле закончил ПТУ, и все, и у него больше ничего нет. Ну, такие нашему президенту нужны, такие только, который ФАС и пошел на митинг, демонстрацию, пацанов ловить 1000 человек, арестовать пацанов ни за что. Это, пожалуйста, вот такие. Нацгвардия. А он кем тогда был? Ну, я его послал от Ельцина подальше к Собчаку. Потому что Собчак был до фени. А он выпросил Ельцина охрану. Вот только чтобы от Александра Васильевича, только от него. Я им доверяю, а вот своим питерским не доверяю. Пришлось набирать ему. Не самых лучших. Ну, расскажите тогда про 93-й. Что происходило между Верховным Советом и президентом, и как мы пришли к событиям сентября-октября? 93-й год – это... Нас старается нынешняя власть не вспоминать, потому что она вообще в то время занималась только личными делами. А когда беда наступила, то что-то от них помощи не было. И что там у них в Питере, там, как воевали, не знаю. Ну, случилось то, что случилось. Сначала был в середине сентября, было вообще весь год 93-й, до сентября было очень большое противостояние Ельцина и парламента. Парламент каждую неделю носил изменения в Конституцию. Ко мне лично приходила начальник библиотеки президентской, говорил: Александр Ильич, что же нам делать-то? Мы же замучились Конституцию переклеить, вставлять в нее изменения. А что же по всей России? Кто вставляет? Кто за этим следит-то? То есть Конституцию нужно было однозначно менять. Она была та еще советская и никак не подходила под новые и имущественные отношения, и вообще и экономические, и частные. Все не подходило абсолютно. Государственная власть. Но поскольку все-таки коммунистов было большинство у нас в парламенте, Конституцию меняли, но не в самую лучшую сторону. И это постоянно, по этому поводу возникали споры между исполнительной властью и законодательной. Есть ошибся очень сильно в Хасбулатове. Когда ему Хасбулатов привел тогдашний мэр Москвы Попов, говорил, сказал, что это замечательный человек, это заведующий кафедрой в Плеханском экономическом институте, и он экономист хороший, политик, вас обожает. Все. Ну, Ельцин его взял для того, что нацмен, чеченец. Давайте его сделаем, значит, первым заместителем председателя Верховного Совета РСФСР. Ну, Ельцин сделал. Получилось так, что другие замы все были коммунисты. А Хасбулатов вроде не коммунист, и он сначала выступал за Ельцина. И вот когда Ельцина выбрали президентом в июне 91 года, то, соответственно, он переехал в Кремль, и они стали не так часто встречаться с Хасбулатовым. И раньше Ельцина в баню приглашал, в баню. Потом они очень сильно подцапались, и не описано в книге, что там случилось в бане, и после этого разругались. Когда у нас говорят, что о роли личности в истории что-то неправильно, что-то все объективно должно действовать. На самом деле, наоборот, очень много личности в истории, отношения имели к тому или иному событию. Так вот, они разругались, и они стали врагами постепенно. Постепенно председатель Верховного Совета, потому что он по наследству взял эту должность, Хасбулатов стал врагом президента Ельцина. Вот, и тут уже к тому же перешел на его сторону Хасбулатов вице-президент Рудской, который, профессиональный предатель, я его по-другому не называю, потому что он 2 раза, летая в Афганистане,
боевым летчиком. 2 раза сдавался в плен, его почему-то не убивали, не расстреливали, и шкуру с него не снимали, как снимали с других. И потом его обменивали на полевых командиров наших. Вот. И 3-й раз вот Ельцин продал Ельцина. И когда я арестовал его, Рудского, я прямо сказал, что вообще, говорю, нормальные генералы 3 раза в плен не сдаются, стреляются. И вот весь 93-й год шло это активное противостояние. Дошло до того, что весной они подняли вопрос об импичменте президента Ельцина. Вот. Но мы тогда имели хороший агентурный аппарат, будем так говорить, и просчитали. Даже когда комиссия считала, техника работала, мы посчитали, что там импичмент не выигрывает. Не добирает несколько десятков голосов. На съезде народных депутатов РСФСР не получилось импичмент. Но противостояние осталось, двоевластие осталось. И это двоевластие продолжалось до тех пор, пока, летом был заслуженно снят за коррупцию генерал армии Баранников, который стал с министром внутренних дел, захотел стать министром КГБ, министром безопасности. Вот. Сначала хотел оба взять себе, и министр безопасности, и МВД, но возникли, даже ближайшие соратники Ельцина возникли, что так нельзя, в одни руки давать всю власть. Поэтому он выбрал МБ, вернее, перевел, ему все равно комитет госбезопасности там, или как уж назвали там, АФБ, как-то по-разному называли, бывшее КГБ, и он придумал, что надо повысить статус, и сделал министерство. Он же был министром внутренних дел. А теперь и пусть и КГБ будет министерством. Сделал МБ, Министерство безопасности. Вот. Но летом 1993 года он вляпался с коррупцией, был повязан с Бернштейном, такой был проходимец, мошенник молдавский, и был пойман за руку и снят с должности. Ельцин снял. На его место стал Галушко, его зам. Но неудачная была очень смена, потому что Галушко, жена болела раком, он больше занимался женой, а не государством, и не государственной безопасностью тем более. Вот. Дошло до того, что надо было что-то решать. Поэтому Конституцию менять, они были против менять. Им нравилась Конституция такая, что они каждую неделю в нее вносили изменения с Верховному Совету. Но Ельцину не нравилось. В конце концов, Ельцин издает указ в середине сентября, указ номер 1400 о том, что власть он берет в свои руки, и парламент распускает, и создает конституционную комиссию. Дальше для смены Конституции. Конституция проводит новая Конституция, в нее вносятся новые правила избрания парламента, и уже в 1993 году, в декабре месяце, проводятся выборы. Вот так вот был план общий. Но после этого указа парламент не захотел покинуть Белый дом, и 2 недели он находился в Белом доме. Хотя руководство Москвы отключило канализацию, водоснабжение, тепло, электричество. Они при свечках все там сидели, и вот 2 недели это было противостояние такое открытое. Белый дом окружали внутренние войска, и туда не впускали, а выпускали кого хочешь. Но все равно и проходили, потому что им надо было питаться, надо было воду, и пускали всех. Сколько можно было. Я когда туда пришел при шторме, то я чуть не умер от запаха. Это был такой вокзальный сортир. Наш вокзальный, советский, а не американский. Вот, такая вонища, грязища везде была, какие-то ткани, бумага валялась, все, мебель, баррикада была собрана, и порушенное здание было.
Ну, суть не в этом. Я пока рассказываю, как дальше было. 3 октября. Значит, сначала 2 октября собирается большой митинг на Смоленской площади. Митинг собрался и закончился потасовкой с милицией. Очень серьезной потасовкой. Значит, 3 числа решили повторить этот митинг. Это, по-моему, было воскресенье. Опять собирается народ, тогда митинги разрешали всегда всем. Ельцин сказал, не запрещать. Демократия есть демократия. Митинги решать. Но на этот митинг участники пришли с арматурами, с скалами, не знаю, там, с цепями. Ну, что, может быть, и оружие было, конечно. И неожиданно этот митинг перешел к тому, что появились такие там говоруны-крикуны, которые сказали вперед на штурм Белого дома. И со Смоленской площади не так далеко бежать, до Белого дома добежали, толпа эта большая, сумасшедшая, разъяренная, может, еще подогрели ее спиртным. И напала на мэрию, которая находилась в здании СЭВа, новое здание мэрии. Грузовиками разбили двери, и пошел грабеж мэрии. И, естественно, на Белый дом. Там солдатиков этих смели. Одно для них было, что все солдаты срочной службы, поэтому солдатиков просто избивали. Не была готов. Куликов не был готов к тому, что кто там у нас был, Ерин, к тому, что вот, толпа неожиданно вооруженная пойдет и так будет в наглую действовать. Поэтому я в это время находился в спортзале, в президентском клубе. Вот. Я, Барсуков тогдашний, он еще не был начальником КГБ, он был комендант Кремля и начальник главного управления охраны. Вот. И с Исковецом мы там после тенниса обсуждали, обедали. Все, нам говорят, что так и так прошел этот путч такой своеобразный. Делайте, что хотите. Когда я машину, автомат себе на колени, тогда после этого указ 1400 мы все с оружием ездили. Ждали, что что-то будет. Просто так не дадутся. Не отдадут власть просто так. Вот. Рванул, проезжал, а эта толпа как раз схлынула, была всего Белого дома. У меня, так говорят, отдельные остатки. И то, когда проезжала Волга, еще Мерседесов не было, Волга была, проезжала сквозь эту толпу, то по ней били кулаками, били там и дубинками машины, побить не побили, но мы проскочили. Нормально в Кремль, выяснили, в чем дело. Это воскресенье было, поэтому Ельцину я позвонил, доложил. Барсуков докладывал, Бурбулис свое докладывал тоже. Короче, все, что видели, что то и докладывали. Было принято решение, что Ельцин решил сюда, в Кремль. Я сказал, категорически нельзя, только на вертолете. Это впервые вертолет приземлился на Ивановской площади. У нас это кадры многие показывают, фотографии есть. Где он. Ну и когда президент стал в Кремле, вроде как успокоение пошло народу. Что дальше делать? Это где вы идете втроем, там Барсуков, да? Да. Здесь уже было. А то надо что-то делать, принимать решение и докладывать ему. А он согласен, не согласен. А тут он рядышком. Уже было с ним проще. Мне. Ну и наступило затишье. Вернее, сначала шум большой был. Затишье потом. Сначала шум. Значит, Рудской со своей командой, с Макашовым генералом, я генерал-полковник был, призывали на Останкино. На Кремле рановато было еще, сил было не так много, но набивали автобусы, оружие полно отняли в Белом доме, у милиции, у солдатиков, свое привезли, все были вооружены хорошо. И на Останкино. Давайте берем центр, объявляем на всю Россию, что мы власть захватили, и продолжение революции. Дальше Ельцина, значит, с Кием, всех этих там, список был составлен, кого вот вешать в Кремле на фонарях и на липах. Вот.
Я в списке этом тоже был. Я, Барсуков, там, Сосковец, там, Черномырдин, там все были. Там это, Ерин. Ну, большой, на полсотни народу. Список был, кого надо вешать. Бурбулис. Все. Ну, вот. Но до Кремляча пока не дошли. Да, сначала решили Останкино. Останкино у нас был, слава богу, отряд «Витязь» от Министерства внутренних дел. Петровский. Вот он фактически в единственном числе, плюс охрана Останкина защищали это не только саму башню, не только сам центр, но и, короче, настоящий был бой. И вот там погибло где-то около 140 человек. Милиции было очень мало жертв. Они все-таки специалисты были, я имею в виду милицию, спецназ. Вот. И в бронежилетах, там, в касках. Вот. Все время ждали, что должны подойти войска. Грачев должен был дивизию Кантемировскую танки и Таманскую дивизию на бронетранспортерах сюда. Ну, и танки, и бронетранспортеры дошли до МКАД, и там стали. И так стояли до утра. А что в это время творилось? Когда нападавшие поняли, что начудили, народу побили много, в основном гражданские лица, очень много зевак из этой толпы. Побили очень много персонала, уборщицы, гардеробщицы, кто только там. Но стреляли из гранатометов. Пушек не было, но гранатометов было достаточно. У них были, у нападавших? У них были, да, у наших не было. Вот, ну, стрелкового оружия хватало. Плюс еще того же мастерства. Поэтому благодаря Витязю Останкино отстояли. Брагин тогда тут звонил, тогда директор Гостелерадио. Молодец, держался хорошо и докладывал. Мы с Ельциным были в Кремле, он за пультом был, и в заднюю комнату ходил. Короче, всю ночь должны были ждать, когда же Павел Сергеевич Грачев приведет войска. Вот он их довел и дальше не вел. Было затишье. После того, как прокололись в Останкино, Белый дом, значит, мы за несколько дней до этого с Барсуком разведку провели, вообще в Белый дом пришли. И Вы в Белый дом поехали? в гражданской одежде, да. Да, так, к нему. Нас узнали там, да. Ну, там орать, со своей тетки стали орать. Там, это вот те самые, охранник Ельцина, я помню, знаю. Посмотрим, как там ситуация. Оказалось, И что с кем там вы встретились там? с бомжами, которые окружали Белый дом. Костры, палатки, и все было вокруг него. Майдан был. Тот сам первый Майдан, если так вот, если сравнивать. И вот, походили, в сам Белый дом не пошли. Потому что там, захватили бы еще там. Нас еще освобождать надо. Вот. Ну, разведку будем провели. Поняли, что ничего там не будет. Поэтому, когда ночью ко мне пришел мой заместитель Геннадий Иванович Захаров, тогда еще капитан первого ранга, командир подводных полцов, создатель и командир. Тогда вот он мне стал отвечать за боевую подготовку в службе безопасности президента, отвечал. Я его послал к Грачеву. Выясни, почему? Мне доклады идут, что машины стоят все, ну, понятно. Сначала издалека вроде едут там, никак не могут доехать, где-то пробки, где-то что-то. Все может быть, но уже на МКАДе и ни к Кремлю не двигаются, ни к Останкино. Что случилось? Он поехал туда напрямую. Ну, Павел Сергеевич Грачев там выглядел не лучшим образом. В тапочках ходил там и в тельняшке. Не собирался он войска так, и нашим, и вашим. В 91 году точно так же здесь там послал разведроту десантную нам помогать, защитникам Белого дома, и на следующий день ее забрал. Так что тогда появился Лебедь, наш негодяй, еще тот. Вот. Когда он мне рассказал, что там Министерство обороны не мычит, не телится, я разбудил спящего мертвым сном Ельца. Поехали в Министерство обороны. Надо что-то выяснять, надо что-то делать. Надо к утру готовиться. Вот. И
До этого мне Геннадий Иванович Захаров сказал, что вот мне там предлагаю, не нужно ничего особенного. Поставить 10 танков, 5 танков с одной стороны, 5 танков с другой стороны. Холостыми или болванками. До этого многократно предупредить всех по мегафонам, по громкоговорителям, что будет обстрел Белого дома, поэтому просьба всех покинуть Белый дом. Парламент, потому что не читался что-то. У нас сейчас говорят, обстрелял парламент. Вранье. На нем было написано «Дом правительства РСФСР». Поэтому это условный был парламент. Тем более, он уже 2 недели как был распущен. Вот. Что у нас дальше? Когда он мне сказал, что они все убегут сами. И действительно, мы же по Сукому были, видели, что там, кому там убегать, они все, основная масса внизу, и сидят у костров греются. Ну, кто-то в дом входит. Бомжатник сплошной. Таких, что серьезных каких-то бойцов, кто-то там приехали, может быть, с Приднестровья, может, еще. Ну, были там какие-то в казачьей форме, там, орежных там много было. Потом они все бежали первые. То есть нормально было ничего, никого не убивать, никого не громить. Но этих верхушку, конечно, арестовать. Ельцин потом мне вообще приказал, чтобы лучше было, если я их застрелил. Поэтому у меня пистолет был в кармане, потом в патроннике, и я мог бы действительно, если возможность была такая, я прибил бы и того, и другого. 140 человек погибло, ни за что, по их команде. А потом еще, когда Белый дом штурмовали, еще 10 человек погибло. Всего 150. Кто-то должен за это ответить. Ну что, дальше? Ельцина бужу. В машине ему рассказываю, что мой зам рассказал. Ему понравилось. Приезжаем в Министерство обороны. Это где-то уже половина ночи, 3 часа. Я по времени сейчас не помню. Когда Захаров, Геннадий Иванович, приезжал туда, то он сказал, что тебе сейчас приедет президент, поэтому ты на всякий случай какой-то генерал собери. Чем будешь отвечать? Доклад как будешь? И Павел Сергеевич приказал всех живых генералов собрать, и его там. Человек 15-20 там сидело. В форме все хорошие, как сейчас, маршальские формы. Нас маршал отменили, а форму сделали для нынешних. Вот, когда Ельцин пришел, ну, все товарищи офицеры, все встали, все хорошо, да, что будем делать? Вот связка такая, Останкино свободно, не сдали, все нормально. Все разбежались, это шушера, которая штурмовала по квартирам. Ну, кто-то вернулся сюда. А вот Белый дом, непонятно что. В Москве свет выключен, тишина. Милиция вообще все попряталась, нет ее. Никого. Я первый раз в жизни выезжал из Воронежского ворот Кремля, а я же там 68-го года в Кремле. Нигде не было, ни один фонарь не горел. В темноте за счет света фар мы выехали и поехали в Министерство обороны. А почему? Кто свет выключил? Как что-то такое было, что кто-то боялся, что будет вот переворот. Все, настоящий. Не тот, который говорит, что операция 91 года, а тут уже настоящий. С убитыми, ранеными, с вооруженными, со всеми как положено. Настоящая революция. 50 на 50. 50% за Ельцина, 50 против. Вот так условно. И те уже свою первую кровь пустили. Как у нас в Америке очень любят фильм «Рэмбо» «Первая кровь». Вот здесь вот первая кровь была пущена. Значит, когда Ельцин спрашивает, ну, доклады пошли ни о чем доклады, и не знаю, что делать. Он, какие будут предложения? Какие? Вы что-нибудь можете? Вы военные. Все крутые, все Афганистан прошли, все... Что, как нам дальше поступать? Молчок. Тогда я встаю, Борис Николаевич, можно я скажу? Он говорит, хорошо, вот Александр Васильевич сейчас скажет. Борис Николаевич, у меня мой зам, бывший спецназовец наш, вот, у него конкретный план, как эту задачу решить, как выкурить этих чертей оттуда, из Белого дома, и тему закрыть. Да, все заложились, давайте все, генерал, давайте, ну-ка. Я подозвал не полковника, а капитана первого ранга, он очень моряк, поэтому терпеть не мог, когда... Ему раньше генерала предлагал, он не стал генерала брать, потому что нет. Адмирала брать, а генерала нет.
Ни за что. Был капитан первого ранга. Такой мужик принципиальный. Вот. И вот это он рассказал план. 10 танков, болванками, и все. И они от того, что когда начнется до стрельбы, во-первых, все убегут. А когда начнется холостые стрельбы, все разбегутся. Случилось еще лучше. Потом. Ну, сейчас расскажу. Так вот, офицеры все оживились, генералы все, да-да-да, что Ельцин так, чтобы команда 10 танков, чтобы в 7 утра были здесь, по 5 танков стояло. А вот, а мы не можем. Как не можете? А вот так вот, танки есть, говорят, а танкисты? А где танкисты? На картошке. На картошке танкисты. Танки есть, а вести их некому. Ну, Ельцина, конечно, это взбесило. Тут они все, мы все решим, все сделаем, все, ну, давайте так. В общем, приказ такой, что 7 часов, чтобы стояли танки, и начали операцию. Ну, где-то еще танки приехали раньше, прибыли. Говорить по мегафону стали раньше. Уже к 7 часам уже там CNN стояла. Так что, но самое главное, что когда мы к 6 подошли туда, там не было ни одного человека у костра. Все бомжи разбежались. Все, кто был в Белом доме, бомжи разбежались. Никого, всех, говорю, всех выпускают, никого не задерживали, всех выпускали. Не арестовали никого? Никого. Единственное, что когда я со своего крыла старый гостиницы семью штурмовал Белый дом, я первый вошел в него. С другом Вовой Виноград недавно умер. Мы вдвоем с ним вошли, а потом только группа пошла за нами. Так вот, когда там на 5-м этаже обнаружили комната была, зашторена вся черная история, и там было около 100 человек, гражданских лиц. Это были и депутаты были, и кое-кто, и значит, горничные, и машинистские, женщин очень много. Те, кто были просто гражданские, их не выпустили, их на всякий случай держали как заложников. Об этом тоже мало кто говорит, как будто этого не было. Все, они ни с одного депутата, ни волосинки не упало. Не было ни синяка, ни ран, никого. Всех. Их примерно где-то человек 150. А вышло потом, их всех переписали и всех отпустили. Арестовали только, во-первых, лиц. Ну, естественно, Хасбулатова Рудского я сам лично их арестовал. И дальше Макашова я захватил сразу. И пошли Баранникова, значит, бывшего Очалова. Он уже на пенсии был, но он бывший командующий десантными войсками был. Вот. А здесь уже был министр обороны, у них нового правительства временного. Свой министр КГБ Баранников. Арестовано было где-то около 10 человек. А расскажите поподробнее, как это технически происходило? Вот вы вошли в Белый дом, и за вами... Я вошел, вот если смотреть на фасад, в Белый дом, где написано «Дом правительства», то это было с угла правого крыла заднего, центральноамериканского посольства. Вот я в этот подъезд зашел, я этот угол брал. Другие ребята с других сторон брали. А ну, потом они открыли центральный. Там я уже даже сказал, двери раскололи, что ли, или просто открыли были, вошли. Ну, никто не сопротивлялся. Единственное, мы всех только переписывали. Я специально, мне вот Володя Виноградов привез, дал сумку спортивную, и вот у всех отбирали, отдельно парень сидел, записывал, я удостоверение все складывал в эту сумку. Все удостоверения. И удостоверения депутатские, и служебные всякие. Вся сумма добралась. Потом Филатов, будущий глава администрации президента, у меня половину украл. Я посмотреть, а то... Ну, это в книге все написано. Это все мелочи. А где вы их арестовывали? Где вы их арестовывали? Арестовали, когда я занимался перепиской тех, кого мы обнаружили в комнате отдельно. Да, до этого мы, когда штурмовали, там у нас стреляли по лестницам, убегали многие. Вот стрельба была еще внутренняя. Вот, но когда мы пришли на второй этаж, неожиданно из крупнокалиберного стали долбать по окнам. Значит, по рации у меня что группа офицеры были, по рации выяснили, что, оказывается, питерский ОМОН прибыл. И чтобы записаться, что они тоже штурмовали Белый дом, они должны по нему палить. А он уже был взят, уже был на всем взят.
по своим долбать даже, значит, одному нашему командиру группы «Вымпел» и колено прострелили, инвалидом остался. Ну, грубо говоря, вот такой патрон, 12 сантиметров. Конечно, там долбают. Ну, это придурки. Ну, у нас в Питере дурнее чуть народ, чем в Москве. И вот. Опишите сцену ареста. Вот вы вошли. Сцена ареста, когда мы там были, ко мне, значит, пришли с группы ребята. Пару человек, это Александр Васильевич, говорит, там внизу депутаты, говорит, и Русской Хасбулат среди них. Они их не выдают. Стоят в толпе, ну, человек 100 толпа была, а внизу холлы большие в Белом доме. И они не выдают их. Я говорю, хорошо, говорю, только автобус подгоните прямо к этому подъезду. Пошли, видите. Я обошел Белый дом, зашел оттуда. Вот, да, смотрю. Этих даже не видно, они там стояли. Я просто уже был весь закопченный такой. И лицо было очень злое. Потому что, когда я пришел, потом меня все знали, депутаты. Я таким голосом, что когда мне сказали, что Куликов, там у него голос, наверное, не у Куликова, наверное, с моим голосом спутали. Когда я просто таким грозным голосом сказал, что Русской Хасбулатов на выход. И все. И стоял. Вот в течение где-то 30 секунд, наверное, была тишина. Там тихо, молча все расступилась толпа депутатов, и эти два стоят. Два. Вот. Макашов стоял около входа. Значит, в это время ко мне подходит начальник охраны вице-президента Русского и говорит, Александр Васильевич, можно я в кабинет сбегаю, Александр Владимирович попросил там вещи его принести. Я говорю, ну давай, неси. Вот он сбегал бегом куда-то самое. И вот такой огромный баул приносит. Там, наверное, матрас что-то свернут. Уже готовили для Русского, чтобы он там знал, что матрасы в тюрьмах не очень хорошие же. То есть эту сумку еле в автобус пихнули. Она в дверь не входила. Но суть не в этом. Все, вперед. И, значит, пошли они. Хасбулатов вел себя хорошо, но, правда, бледный был весь, зеленый, но без паники. Русской видно было, что этому было стыдно. И когда ему сказал, генерал, говорит, 3 раза в плен не сдаются, а стреляются в открытую. Вот. Ну что, ничего не ответил. И со злой мордой Макашов на меня смотрит, который руководил Востанкино. Я говорю, и вот этого тоже. Вот 3 мы в один автобус посадили. Там были из группы А ребята, мои кто-то сопровождающие, и мы их довезли до Лефортово. Вот. Но самое интересное было, что когда я Ельцина отвез на дачу, отвез его, даже не отвез его. Я Кузнецова направил его на вертолет и улетел. А мы в это время занимались штурмом. Значит, когда он прилетел, CNN передает, стрельба, танки, поля, там все, Белый дом горит, все. Говорит, а где Коржаков? Наина там бегала подача. А где Коржаков? Где? И в конце концов договорился до того, что это, говорит, это он трус. Он прячется там в Кремле за толстыми стенами. А мы здесь, значит, нас могут арестовать в любой момент. Нас на госдаче, где там охрана была, человек под 500. У них это самое. Их надо арестовать, кому они нужны. Это вопила. И смотрит телевизор, мне Кузнецов рассказывал. И в это время показывают, что Коржаков крупным планом меня, и как я рукой показываю этим, Хасбулатову Русскому, проходил сюда, в автобус. Меня показали и их. Она поняла, чем я занимаюсь. И ей стало стыдно. Вот и все. Вы здесь на дачке? После этого, значит, Ельцин в Кремль поехал. Мы в Лефортово повезли. Нас сопровождало 2 бронетранспортера. Спереди один и сзади другой. Ребята сидели российскими флагами. Так довезли их до Лефортово. Там несколько шлюзов было. Вот. Хотел я посмотреть, что за тюрьма. Все-таки интересно было. А так не пошел. Но мне сказали, что гораздо она симпатичнее, приятнее, чем другие тюрьмы.
двухместные все, и чистенькие, все нормально. А почему Вот. все-таки горел Белый дом, если болванками стреляли? Во-первых, когда я вошел, там вот по колено, это валялась бумага и какие-то бинты, и все это валялось. Поэтому любая искра, все это загорелось. Кто-то нарочно пожег, кто-то не нарочно, кто-то коктейль Молотова бросил. И это все горело, все зараза. Сам камень не сгорел. Потом ремонт делали, это самое трудное было отмыть эту самую гарь, отмыть. Павел Павлович Бородин? А все, попал счастлив был, там, столько списал для себя. Чумеешь. Так здесь все в этом плане все. Он молодец. Книгу про счет там много про него написано. Хотя, может, еще больше было. То есть реально стреляли классными болванками? Абсолютно ни одного снаряда не было. Абсолютно. Когда был 91 год, снаряды были настоящие. Я сам ходил, я сам смотрел, сам много раз обходил Белый дом, с танкистами беседовал. Там стояли прямо за танками эти самые прицепы с настоящими ящики ставил. То есть боекомплект был в танке и еще запасные. То есть вот тогда могли раздолбать, если бы команда Язова поступила. Но команда не поступила. А вы когда-нибудь говорили с Ельциным про амнистию? Он хотел ее или... Нет, категорически. Значит, амнистия 91 года вопрос у нас не вызывал сомнений. Пожалуйста. Но амнистия для тех, кто в 93 году, для русского хазблата, которые давали команду стрелять в народ, там-то все-таки погибло 3 человека, это они так сомнительны по своей вине, или они какие поддатые были, и тоже накинут плащ-палатку на танк, а потом там коктейль Молотова, там же их доили случайно, неофициально уже. А здесь, извините, умышленно, в танке 140 человек было убито, и 10 человек погибло. Они, правда, говорят, что там по 2000, но это вранье. Все точно подсчитано. 10 человек при штурме Белого дома. Ну, зеваки и наши люди. Кто их с их стороны не погиб никто вообще. Даже защитники якобы, которые ушли подземными ходами, коммуникациями. За что потом был снят галушка с поста министра безопасности. Потому что ему хоть Ельцин наградил орденом, но это была абсолютно лишняя, пустая награда ни за что. Потому что этот человек не обеспечивал, а его задача была перекрыть всех. Ну, можно было себе через Москву, гостиницу «Украина», открыл этот самый люк, и ты уже убегаешь. Таких люков было по этим коммуникациям, ну, сотни, наверное, сидели. Убегать можно было на другой конец Москвы. То есть отпускать их Ельцин не хотел? Нет, отпускать не хотел Хазбулата. А почему отпустил? Но здесь я считаю, что это провокация, то, что помощник Ельцина национальной безопасности, который не знаю, как он у него появился тогда, когда мы еще в Прибалтике были. Понятия не имею, как он появился. Кто ему его рекомендовал? Батурин. Он, значит, никому не говоря, втихаря подписал у Ельцина указ о том, что тюрьма Лефортовская, она все время была тюрьмой КГБ, спецтюрьмой. И ее вдруг передают прокуратуре. А у прокуратуры вообще никогда тюрем не было. Ее дают Генеральной прокуратуре. С какого боку? Это было сделано за несколько дней до амнистии. Я об этом вообще не слышал, понятия не имел. А тихоря подписал и переделали. Шахрай выступает от своей фракции на парламенте, что давайте, мол, думаю, у нее это единственное право, которое она может, а так практически ничего не может. Это объявить амнистию. И не подчиняется президенту. Никому. Ни правительству, ни Совет Федерации, ни президенту. Вот и все. Давайте амнистию всем. Но я согласен, 91 год. Те уже просидели там почти 2 года. Те, кто Язов, я с ним в очень хороших отношениях. И с Крючковым мы целовались, потом виделись. Ну, понятно, что каждый человек хотел добра России. Те хотели добра стране под названием СССР. В 93 году хотели добра все стране под названием Россия. Но, извините, если люди посылают
значит, руководители посылают людей на смерть, их убивают, и за это не отвечают, это нехорошо. Потому что все обошли съемки того, как русской орал, что призывал авиацию: бомбите нас, Белый дом, бомбите нас, все, бомбите Кремль. Мы, кого хотите, тут он орал. Братья мои, авиация, все. Это уже человек, давай за это отвечает, то, что он творил. Вот этих бы я судил. Двоих там, я уже не стал, там, ни Очава, ни Баранникова, они попали. Вот. Но когда получилось, что Дума неожиданно объявляет амнистию. Амнистия, значит, сегодня объявила, уже вечером даже выпустить. Ельцин узнал, с ним чуть плохо не стало. Какая амнистия? Что вообще? Он хоть Конституцию тоже писал. Кстати, я забыл сказать, что когда случились события 91 года, когда, значит, 91 года, 93 года, когда всех, кого надо, арестовали, а кто разбежались, было создано Конституционное собрание, которое написало Конституцию. Вот. И в декабре месяце Конституция была принята, и не принята, она принималась вместе с выборами. Народ ее не читал. Выбирали, на выборы пришли, Первая Дума, Первая Госдума и заодно Конституцию. По-моему, так было. Я уже забыл, время сколько прошло. Вот. Но уже парламент был избран по новому закону, по новой Конституции. Вот. И там было вот это право на амнистию. Если в декабре избрали, а в феврале получается уже амнистия по инициативе Шахрая. Серьезно, он нормальный парень, я к нему хорошо отношусь, но здесь это неправильно было сделано. И когда Ельцин узнал, он плохо стал. Какая амнистия? Вы что? Я боюсь, говорит, ну ладно, вот самое. Все отменить немедленно. Все, я должен с ними встретиться с руководством Думы, обсудить, это должно быть согласованное мнение обязательно, ни в коем случае. Что делать? А их уже выпускают, мне уже звонят. Я звоню начальнику тюрьмы Лефортовской. Я говорю, я такой-такой-то, генерал, значит, майор Коржаков. Значит, просьба Бориса Николаевича, президента, чтобы приостановили пока выпускать. Завтра он соберется с Думой, может быть, будет или частично решен вопрос, или там. А вот не знаю, мы получили указание сейчас. Я говорю, ну что, это трудно выполнить указание президента, задержать на... Вы вообще кому подчиняетесь-то? Сейчас вам нужно, чтобы позвонил министр безопасности, говорит, а он мне не начальник нам. А кто же начальник? А нам начальник генеральный прокурор. Какой генеральный прокурор? Почему генеральный прокурор? Тюрьма. Нет, уже несколько дней, она уже помещается, поэтому не все. Вот если генеральный прокурор скажет, тогда. А генеральный прокурор был тот, который Ельцин сделал, того, кто в 89 году ему отдал мандат свой. Фамилия его, господи. Казанник. Омский, а? Казанник. Казанник был, и он был очень непонятный генпрокурор. Непонятно было, он за кого, за демократию или он за Ельцина, и вел себя очень хитрую, непонятную политику. И вот в то время, когда я Ельцину доложил, что ничего не получается, где Казань, что Казань сбежал, найти его не мог. И потом выяснилось, что якобы Казанник подал рапорт об отставке, и рапорт это уже лежал у Илюшина, помощника президента. Когда это было, что было, все это. Ну, хорошо. Вместо Казани кто-то остается, заместитель, нормально заместитель, сказать, что вот тогда, пока попридержал, ребята не выпускал. Ничего там они, ну, дайте им по бутылке водки и закуску хорошего, они посидели там, отметили свою амнистию. Все же можно было. Нет, выпустили все. И после этого, конечно, и Казанник слетел, и потерял. Ему только квартиру Ельцин дал. Только ему крапиве там подобрал мебель уже все, в президентском доме на Осенней улице. И вот все, никакой ни квартиры тебе, ничего. Поезжай в свой Омск, ничего тебе не будет. А давайте паузу маленькую сделаем. Хорошо. Камера идет? Идет мотор. Давайте поговорим. Если бы я был как это самое, как ваши артисты замечательные, там и губернатор это самое, Калифорнии и другие, как говорится, за контракт, я вам болтал и болтал с до вечера. А так все впустую. Вам хорошо, а мне Мы же покажем. раз нет. Ну, мы же покажем все это. Только бессонная ночь будет, только и все. Будете как Шварценеггер.
Да ладно, сказки. Александр Васильевич, ну давайте тогда оставим позади путчи и продвинемся вперед. А расскажите, пожалуйста, про вот эту историю с Гусинским в декабре 1994 года, когда служба безопасности президента, то есть, по сути, вы, как ее руководитель, положили, как тогда говорили, мордой в снег сотрудников и телохранителей Гусинского. Какая мотивировка у вас тогда была? В чем причина этого инцидента? Отношения Гусинского с Лужковым, которые не нравились Кремлю, например, или там неправильное освещение НТВ Чеченской войны. Это было еще до войны в Чечне. Это, когда служба просто только издалась, просто Гусинский постепенно, у нас на службе Березовский нахальный был. Везде ездил, а тогда ведь я с ГАИ очень часто вопросы решал по поводу того, чтобы они не перекрывали движение. Вот есть резервная полоса по Кутузовскому проспекту и дальше, по Калининскому, до Кремля. Вот резервная должна быть свободна, кроме скорой помощи, кроме пожарников. Все. А за драть, наказывать там и права отбирать. И все. Когда президент едет по полосе, у него машина бронированная, в капсуле, поэтому ничего с ней не будет, если где-то авария будет. А здесь 3-4 ряда его только прикрывают. Это очень хорошо и полезно. Но, к сожалению, частенько они все равно нарушали. Как мы с ним договоримся, несколько дней ведут себя нормально. Потом снова начинается. Так вот эти люди, кто Березовские, любители были по резервной полосе, да еще с выездной охраной, вот, покататься. Ну, в конце концов, наглее всех вел себя Гусинский. И главное, что он по этой же трассе, по Рублевке и так, и так. И, ну, хорошо Ельцин рано на работу ездил сюда. Ездил на Ина, могла жаловаться, тут непонятно, какие-то бандиты, хулиганы обгоняют там, всех разгоняют. А он еще ездил, как он, мало того, что его бронированный Мерседес, выездная охрана у него там идет, или джип, или какая, и еще ехал сзади микроавтобус, американский, и такое впечатление, что там могло быть что-то противозаконное в этом микроавтобусе. Потому что вот они целые, их всех обгоняют, и все их прощают, им еще честь отдают и так далее. Вот, и в этом плане пришлось на них наехать. Наехали, а они... Оказалось, что Гусинская была на содержании тогдашней глава московского КГБ, московского городского и КГБ Савастьянов. Он ее был Гусинский на содержании. Поэтому спокойно нарушал, и ему даже талон дали без права проверки, этот козел этот, Савастьянов. Вот, и ГАИ не подчинялись. Но мы решили их наказать. Просто у меня тогда только служба безопасности собиралась, как раз спецназ, которым командовал Геннадий Иванович Захаров. Ребятки, хватит, надо как-то немножко порядок на дороге навести. Говорю, президент проехать не может. Ну, хорошо, они после президента едут. Но если завтра президент задержится и поедет, я не буду ему мешаться. Они же не понимают, наглеют. Говорят, сейчас Путин едет там, перекрывает там за час, наверное, и столько едет этих самых лидеров. Ну, такого не было никогда. Здесь вообще меньше. Перебирают. Может, он это не знает, не видит. Или это ему очень нравится. Вот у меня такого не было. У меня такого не было. Вот, и я ребят поручил, они за ним взяли его там, прямо в Успенском. Он как раз жил на даче в Успенском, где как раз еще у Ельцина была дача от Совмина. За ним прицепились, старушка. Прицепилась. Они перепугались, доложили там ему, что кто-то, какие-то бандюки за нами гонятся, надо что-то, Гусинский там. И начали названивать. Ну, мы, слава богу, да, прослушивали поставили телефоны, поэтому все четко записали. Звонил Севастьянову, Женя, какие-то бандюки прицепились, надо что-то с ними делать, надо все высылай, значит, спецназ, надо от них спасать, давай, отрабатывай. Все, как положено. Говорил как начальник подчиненным, с начальником управления КГБ в Москве, Московской области. Вот. Довезли его, довели, где он хоть располагается. Он располагался у Белого дома, в мэрии этого новой, здание СИФ. Наверх там поднялись, и к этому времени, значит,
Женя, значит, дает команду, была дежурная группа КГБ, которая сутки дежурила. Ну, мало ли, какие мероприятия, тоже семерша, спецназ, там все ребята, короче, крепкие, с оружием. Они уже собрались домой, эти сутки отработали. А им говорят, подождите, вот команда поступила от начальника, и говорит, пока поехайте сейчас к мэрии, разберитесь там, какие-то подцепились там к нашему охраняемому Гущинскому, к нашему другу нашему, хотят на него. Те приехали, а наши рядом стоят. Гущинский уже сбежал к себе в кабинет, оттуда наблюдали из окон, как туда драться будут. Приезжают эти, значит, свастьяновские, вынимают оружие и все начинают палить по машинам, прострелили машины, по нашим. Бандюки, вы же сказали, это бандиты. Да это служба безопасности президента. А наши должны были открыть ответ. Слава богу, не открыли ответный огонь, а один другого узнал, и говорит, вместе раньше работал. Ты что? А вы кто? А нам сказали, что это бандиты. Какие бандиты? Чего? Одного в башке пистолетом нуждали Сережу Никитину по лысине. Ну, драка началась. Натуральная драка, которая могла кончиться очень трагично. Вот. Когда мне доложили об этом, я Ельцину так и так. Да. Вот такой у нас замечательный начальник КГБ, значит, Севастьянов. Тут поганой метлой. Да, я забыл сказать, что до этого, когда ему жаловалась семья, и он мне сказал, говорит, какие-то там гады, говорит, Гущинский, что какой-то там нарушают, там, что хотят на дорогах, как ведут себя. А после этого я тогда дал команду за ним просмотреть, что такое, что там Гущинский творит. Вот, значит, зима была, уже темнело рано. Значит, указ, если сказать, что там гнать поганой метлой этого Севастьянова, указ быстренько подготовили, снял его, чтобы больше ему никто не подчинялся. Вот. И послал, Геннадий Иванович Захаров вызвал. Я его так выяснить, что за люди, что тут чуть наши не побили. Но эти тут уже развернулись и уехали, те, кто на наших. Но стоят автобус, машина его. Приезжает Геннадий Иванович. На нас еще машина была еще, Рафик еще. Рижская машина. Ну, тогда еще таких... У них американский автобус, а у нас Рафик. Хотели очень сильно этот автобус проверить, что там. Но получилось так, что когда наших увидали, когда начали выскакивать ребята в черной форме, вот, этот быстренько развернулся и вместо не Мерседеса, а этот Шевроле, по-моему, Шевроле, укатил. Мгновенно ничего не могли, догнать мы не могли его, потому что разные классы машин. Вот, а этих тоже морды в снег положили, остальных-то охрану Гущинского. Вот, там шофер не хотел вылезать, машины бронированные, ну, ему просто гранату положили на крышу. Вылетел там как пробка из-под шампанского из машины, все. Потом они лежали некоторое время на снегу, потому что вызвали местную власть, местную милицию, они их арестовали. У нас не было полномочий арестовывать. Могли только предотвратить. Поэтому это так называется операция «Морда в снег». Пока это не приняли, пока эти милиция, значит, которую у Белого дома мэрии дозвонились до министра внутренних дел, пока кого-то представили, они, короче, полежали там, наверное, ну, минут по 20 точно полежали на снегу, но они в одежде были. Вот. Там потом показывают, что один якобы простудился, в больницу, там, интервью у него брали. Ну, не важно. Они что хоть могли брать. Они могли всех в больницу положить. Потому что у них было телевидение, у них в руках. Вот и все. Но Гущинский наложил штаны, так обосрался. Я не боюсь это сказать. Обосрался Гущинский. Сбежал за границу и полгода не появлялся. Вот и все. А что еще дальше? То, что меня Березовский говорил, убить там или Гущинского, или Лужкова, или Кобзон, ну он чокнутый. По нему было видно, что Березовский, он, как у нас сейчас модно говорить, неадекватный. А расскажите поподробнее про Березовского. Что это за человек был? Господи, когда он сдох, и слава богу, когда он сдох, от того, что он сдох, никто его не убивал. Ну, ребята, не надо мне про Березовского, еще он не стоит того, чтобы про него рассказывать. Ну, разве у него не было на самом деле такого влияния, которое... Как же не было?
У него влияние очень простое было, потому что он держал вот так вот семью президента, Таню и Наину, и их друга Юмашева. С Юмашевым они были друзья. Они якобы оплатили книгу записки президента, которую писал Коржаков, а деньги заплатил Кадаников, $600 тысяч. А эти Ельцину сказал Юмашев, что заплатил Березовский $600 тысяч. На самом деле ни копейки не заплатил. Наоборот, они поделили Юмашев с Березовским эти деньги, которые дал Кадаников. Но за это Ельцин дал команду Березовскому принять президентский клуб. И он стал ходить в клуб и встречаться с кем ему хотелось выше всех, выше крыши. Но этот негодяй был всю жизнь. Ну, то есть только из-за того, что он... Фильм «Олигарх» – это не про него. Имейте в виду. Но почему у него такое влияние сохранялось? Да потому что у нас очень жадный до денег. Это Татьяна Дьяченко, которая была Хайруллина, потом стала... А сейчас она Юмашева. Я всегда на татарские фамилии ее тянет все время. Она сейчас Юмашева. Вместо Хайруллина. Вот она. Ее очень было легко их покупать. То машину подарили там хорошую, Ниву «Шевроле», всю оборудование, радио там, и самое супер было. Да? Но она, правда, сгорела, слава богу. Ее так перецветли этой техникой, что однажды она просто на пустом месте сгорела. У них на даче, не где-то там на улице, слава богу. Это очень все просто было. Постоянно приемы в доме приемов Логоваза были. Обеды великолепные. Он содержал личного повара итальянцев, французы у него были в Березовском. Их кормили тем, что они Свердловские никогда не пробовали. И в Москве ничего не ели. Их впервые вводили в элиту. Эти вот. Таню и Наину. Лена, слава богу, ее муж Акулов не давал ей. Хоть она и ездила с ними, но в политику не лезла. Почему я ее тоже никогда не рассказываю, не пишу, потому что она домохозяйка, она просто детей растит. У нее 3 детей, все это она растит. А у вас какие отношения были с Березовским? У меня были с ним очень хорошие отношения, потому что Березовский отвечал за телевидение. И когда вопрос возник о том, что надо было телевидение, чтобы работало на Ельцина, Березовский ко мне приходил чуть ли не через день. Я писал, и бутерброды вечером поедал, и собирал там, со своего этого грузина приводил. Решали вопрос телевидения. Как телевидение после смерти Листьева должно работать на Ельцина. Хотя бы Первый канал. Тот, который общественное российское телевидение, ОРТ тогда. А Ельцин же, когда принял решение о том, что идти на выборы, вот я чисто с политических соображений только. Так, он мне был противен всегда. Деваться некуда было. Но давайте тогда про эти выборы поговорим. Расскажите, насколько СМИ и бизнес по собственной инициативе вот так единодушно поддержали Ельцина, и получили ли они что-то впоследствии за эту поддержку? Во-первых, в 1995 году у Ельцина случился первый сильнейший инфаркт. Я о нем описываю в книге, как это подробно. За то время, пока он дошел до выборов, последний инфаркт у него случился между 3 и 15 июля 1996 года. 6-й инфаркт был уже. Он настолько привык, что у него фактически за год у него случилось 6 инфарктов. Как такого человека можно избирать? У него каждый инфаркт влияет на человеческие мозги, а тут 6 инфарктов. Так вот, он сам не хотел идти на выборы. Но семья, я уже рассказал вначале, его уломала, уговорила. Наина, Таня, все кто, потому что понимали, что вдруг придет к власти какой-нибудь там Примаков, допустим, или Рохлин, тогда очень сильно его боялись, вдруг народ выберет. А вдруг Зюганов, и тем же будет плохо тогда. Мало того, что их сдачи погонят, то еще могут и за что-нибудь привлечь. А то, что это я деньги брала с Березовского, то, что это я возил. Значит, Наина написала, что она ездила встречаться, Таня во время выборной кампании ездила встречаться с дочкой Жака Ширака. Вот. Но я знаю, что мне охрана рассказывала совершенно другое. Она во Францию ездила, но только
вместе с Березовским. Он ей показывал замок, какой хотел подарить, купить там на Лазурном берегу. А где-то была дочка Жак Ширак, наверное, об этом информация утекла. Почему-то она вот прошло 21 год 96 года. Вот только сейчас, наверное, об этом написала. О чем молчали 21 год? Что она, как ее, Клод Ширак, ее дочь звали, что она якобы у нее брала уроки, как надо помогать папе по имиджу. Но это же ясно, что вранье. И мы знали про то, что охрана была наша. Куда ездили и зачем ездили? Что нам? И народ даже просто врете в глаза. Ну, дело в том, что когда была дана команда, я был против выборов, потому что такое развалина выбирать было очень тяжко. Поэтому я даже однажды высказал в интервью, что я за перенос выборов. Но тут же команда Березовского, Чубайса, там, и всех подняли вой о том, что Коржаков за отмену выборов. Ну, есть два выражения. Я не знаю, сколько на английском языке это переводится, но одно выражение – это отмена выборов, а другое дело – перенос выборов. Я предлагал выборы перенести на 2 года, потому что я знал, кого мы выбираем. И что пользуется это та же самая семейка, которая его довела до такого состояния, она будет пользоваться этими. Кто будет на стороне вообще? Непонятно руководить. Березовский или... Я тогда еще не предлагал, что он Чубайса сделает главой администрации президента. Ведь если бы только кто-нибудь из избирателей узнал, что, оказывается, Чубайс в команде Ельцина, все агитировал бы, все бы голосовали против. Ведь специально за полгода до выборов Чубайса с треском выгнали с должности первого заместителя председателя правительства. С треском. Там 3 раза только меняли указ. По какому за воровство, за казнократство, за что-то еще. В конце концов придумали, что якобы за не очень удачную работу с регионами. Он контактировал с губернаторами, а с ним вообще никто не хотел контактировать. Его ненавидят все до сих пор, и даже тогда. И Ельцин его снял. Ну, и про него забыли. А потом оказалось, что через полгода, что это, оказывается, он руководил всем. Вранье все это. Просто ни Коржакову, ни Барсукову, ни Сысковцу не давали слова говорить. Поэтому они наврали, 20 лет врали. И вот только сейчас, когда Березовский умер, и я стал про это рассказывать, как же были выборы, значит, говорит, а почему мы этого не знаем? А кто же нам? Я об этом всем рассказывал. Но погодите, официальная история нам рассказывает, что был Официальная заговор Коржакова, Сысковца, Барсукова, это заговор потом предлагали отложить. Потом был заговор. Значит, Ну, расскажите. заговор. Да не наш заговор был, а их заговор был. Что заговор кого? Березовского, Тани, Юмашева, всей этой банды Чубайса. Значит, началось с того, что когда было принято решение, что все, Ельцин собрал, значит, первый свой совет по выборам, в него входило 8 человек. Этот совет по выборам. Были кто? Черномырдин, значит, Коржаков, Барсуков, Лужков, Сосковец, дальше Горчев, Ерин, по-моему. Да. Так, то есть 8 человек. 8 человек совет по выборам. Ну, есть в документах, можно в интернете найти. И Таня Дьяченко. Но у каждого было... Лужков-то за Москву отвечал. Значит, Черномырдин за финансы отвечал. Сосковецом за сбор подписей. Коржаков отвечал за всех кандидатов. Я вел переговоры с Зюгановым, с Лебедем, с Федоровым, Святославом, с Явлинским, дальше со всеми кандидатами. Я вел переговоры со всеми. И очень хорошо вел переговоры. Больше того, даже с Лебедем договорился, что он первый тур он проигрывает и переходит на сторону Ельцина, и потом голоса свои призывает избирателей, чтобы они за него голосовали. Вот, короче, со всеми кандидатами. Да, Жириновским, между прочим, тоже было все решено. Он был согласен на должность. Мы в клубе президентского пригласили, с ним хорошо беседуем, и он согласился на должность пойти министра рыбной промышленности.
Да, все, и снимать свою кандидатуру. Только. Я когда Ельцин об этом сказал, вы что, он же все рыбу разворует. Вы как, я говорю, Борис Николаевич, ну при чем рыба-то? Он через полгода снимите его, если разворует. Важно сейчас он... При чем? Нет, ни к чертовой матери. Зюганов был согласен с Ельцином снять свою кандидатуру. Один раз Ельцин 9 мая постоял на мавзолее вместе с ним. Он тут же готов с ним договориться, и все, и тему свою закончить. У них денег не было, коммунистов, и боялись они очень сильно. И так каждый по-разному. Ну, Гриша, я сказал, Гриш, видите, тебя не выберут. Почему тебя не выберут? Это еврей. У нас это будет тоже, если выйти вдвоем съесть, тут начнут кричать все остальные. Объединяться, тебя кинут. Ну, нельзя. Сейчас вот Медведева выбрали, что его никто не выбирал, Медведева. Там просто написали, что его выбрали. Поэтому здесь никто на выборы вообще не ходил. Поэтому и с Федором, Федор сказал, ну, Александр Алексеевич, вы не переживайте, я свои 1,5% наберу, все, мне главное свою показать что-то, мою идею, как Россию перестраивать и так далее. Ну, про всех уже не буду рассказывать. Вот я этим занимался, а Таня ничем занималась. Она должна была шпионить за всеми. Ее задача шпионить, у нее не было вообще. Проходит месяц, проходит там уже полтора, мы собрали подписи. Собрал подписи Сковец вместе с министром Фадеевым. Нормально, как положено по этим самым. Никто бы их не стал бы, эти подписи, аннулировать, потому что командующий у нас избирательной комиссии был Коля Рябов. Он был за Ельцина. Зачем ему нужно было? То есть вопросов нет. Не нужно было деньги на них тратить, все создавать. Все. Нет. Придумали, значит. Илюшин, Таня, на их стороне был, он мечтал, да, Илюшин был в Совете, он мечтал стать начальником штаба, потому что понимали, что кого назначить начальником штаба, тот будет преемником Ельцина через 4 года, может и раньше. Вот. А поскольку начальником штаба Ельцина назначился с Сковца, Чернобыль не стал, вот, то думали, что все, значит, им капец. Сковец придет к власти, значит, нам все семейки, все, наступит. Они его боялись тоже, не верили ему. А я буду за Сковца, потому что из всех людей самый был толковый мужик, который в правительстве тащил, даже Черномырдин, хоть он его не любил, но понимал, что он тащил больше всех на себя работу. Вот. Ну и Чубайса, естественно, не было. Вдруг они втихаря, когда я пишу в книге, что это заговор состоялся, когда они... Ельцин вдруг неожиданно разгоняет этот... Не разгоняет, он такого не было. Просто создает новый штаб, где делает Илюшина главным, совет по выбору остается, а они же, значит, начальник штаба Илюшин. Вот. И туда привлекают и советников, там, и Березовский туда не входил, он постоянно там болтался. Дальше вот эти вот Ословна, ребят тех профессиональных выборщиков, вот, кто привлекают. Дальше еще, потом кому-то пришла идея, что давайте пригласим американцев. Пригласили 4 американцев. Я когда первый раз с ними познакомились, мы где-то были на какой-то пристани, но они по-русски ни один не понимает. Ну, может, они, если они были ЦРУшники, может, они не понимали, нельзя было говорить. Ну, что они могли тут? Они только ездили, изучали. Вот. Тихо все шло, но попались деньги на чем? Когда сначала было... И я хотел, и Ельцин говорил, что воровать деньги будет по-страшному. Потому что деньги несли нам чемоданами. Деньги. Бизнесмены. Плюс, если я уже ездил за рубеж, Берлускони миллиард привезли, там, по $500 000 дали, Коль, это для того, чтобы закрыть наши пенсии и зарплаты, которые они платили. Коль, этот самый, Мейджор, Ширак, Клинтон, все эти дали с отдачей. Один только итальянец молодец дал миллиард без отдачи, просто подарил. Он очень полюбил Ельцина в свое время.
Я тоже поработал здесь в этом плане. Хорошо. Он мне очень нравится. Берлускони. Хороший парень. Вот так бы я сказал. Но все-таки почему и СМИ, и бизнесмены поддержали тогда Ельцина? Это было под каким-то нажимом или потому что они сами не хотели возвращения коммунистов и были заинтересованы в том, чтобы Очень было много Ельцин остался у заинтересованных. власти? У нас же вообще близко никого не было. Вообще не было. Деньги были государственные, что то, что Чернобыль там таскал. 538 тысяч, которые были вообще государственные деньги. И их принес там чиновник Министерства финансов. Это было после. Сначала было служба безопасности президента должна была отвечать за финансы, следить за ними, как за потоками. Она так и делала. Ведь как, допустим, Зюганов разводил деньги по стране, по своим избирательным штабам? Я не знаю, как. Наверное, там человек по 5 там, с чемоданом ехали и везли. А у меня везли всего 2 сотрудника спецназа. Но все 90 с лишним субъектов федерации, все штабы, деньги попали сколько нужно, наличными, которые не считали, которые не проходили по всем этим самым сводкам, которые нужно было отчитываться в избиркоме, в избирательной комиссии. Так ведь обязан же. У нас не было такого, потому что Рябов был свой человек. Если бы что-то пошло, то это не дошло бы до судов и так далее. Вот это делается в службе власти президента. Но когда началось наглое воровство, я просто Ельцину написал рапорт. Ни на что у меня сюда бумажки бросайте. Ну, поймайте хоть за руку кого-то что-то. Хорошо. Тут же, в этот же день, ночью было установлено устройство, записывающее, снимающее в кабинет Германа Кузнецова, который в штабе отвечал за финансы. Вот. Деньги шли якобы на артистов. Но на артистов, наши деньги, которые нам несли, мы давали артистам, платили деньги нормально, с этого штаба официально, там, где черномырдинские были деньги, платили артистам, которые весь список Игоря Крутого. Это все. У нас не участвовали в выборах только Алла Пугачева и из великих артистов, которые могли стадион собирать. Алла Пугачева и Юра Антонов. Они сказали, ну их что-то политику и не будем. А остальные все лучшие артисты были у нас. Все. Но они не были в этой авантюре «Голосуй, поиграешь». Эту авантюру Лисовский организовал, Чубайс, там все это банда. Потому что в этой авантюре я только 4 артиста знаю. Это Женя Осин, который песня «Плачет девочка в автомате». Дальше, ой, господи, наш это самое, Петухата изображает артиста Ярмольник. Вот. Но он стадион не собирает, ему это камерный артист. Ну вот. Дальше у нас сейчас он очень популярный артист, Женис, они парочка, «Городок» поет песню, его жена маленькая, они маленькие оба. Агутин? Вот это. Агутин? Агутин, да. Леня Агутин и Леня Ермольник, Леня Агутин, и все. Я больше не знаю, кто еще там в этом, но деньги перли, будь здоров. Поймали как раз, когда они для этой акции несли Лисовский и Евстафьев, это якобы там помощник Чубайса. А при чем Чубайс? Какое отношение к Чубайсу? Никого в штабе вообще не было. Я еще говорю, что если бы кто узнал, что Чубайс, что они специально организовали свой штаб под Гусинским в мэрии, сняли кабинет, там вот такой тайный, где сидели американцы, и там Чубайс. То есть официально они не были никакими членами штаба. Не были. Танька там была часто. Они иногда даже приезжали в гостиницу. Президент отель. Там иногда собирались, там, пьянствовали там. Все это было. Но это было не тот штаб совершенно. Вот наш штаб, секунду. Вот, наши артисты все. Это те, кто собирали стадионы. Те группа Игоря Крутого. Но вот сейчас до сих пор они все выступают в его списке. У меня в книге, которая была в 1991 году
полный список этих артистов есть. Они написали письмо Ельцину, что тот что-то с ним с ума сошел, что он снял Коржакова, от себя убрал. Что это, говорит, наоборот, говорит, он вам выбор сделал. Они вот это письмо писали. Вы занимаетесь. А при чем голосовали, проиграли? Какой там Агутин там? В том 96 году его знали в Москве, может, там молодежь, может, нет человека, а по России кто его знал? Какие стадионы, ребят? Он близко не было. Но деньги они воровали на это. И вот эти 538 тысяч, которые поймали их, взяли, это было просто потому, что Ельцин приказал. Вы давно уже их отняли. Надо все отняли, вы все поделили. Ему нужен пример. Когда их взяли и тут же опечатали эту комнату, то ночью там было 2 миллиона, значит, 2,5 миллиона долларов ночью. В этой коробке из-под ксерокса? А? В коробке из-под ксерокса? Нет, в этой комнате Герман Кузнецов. И были на сотни миллионов долларов на платежки. Платежки на рекламную продукцию и так далее, ну, где-то Виргинские острова, Латвия, там, Литва, еще какие-то, Дания, то, что я потом, Дания, это все финансовые капиталы Чубайса он в Дании хранит. Он их ни в Германии, ни в Америке, ни в Швейцарии, в Дании. У него свое там. Вот. Так вот, самое обидное, что я только теперь догадался, куда делись 2 миллиона. Дали там 500 тысяч дали сначала, и 38 прибежал этот чиновник, еще говорит, тут что, лишние образовали деньги, надо еще забирать эти. Действительно, они артисты, я согласен. Шли только не артистам, а Чубайсу. На следующий день Чубайс об этом сознался моему заму Георгию Рогозину, генералу. Что Жора, деньги-то верните, пожалуйста. А то, говорит, ты сказал, что эти деньги наши, мы их специально вам подбросили. Он говорит, ну ладно, это мои деньги. Верни, давай. Пошел в задницу. Поэтому эти деньги арестовали в прокуратуру, и потом их в доход государства списали. Вместо того, чтобы, когда я сказал, давайте деньги случайно нашли, как будто я нашел клад. 25% верните мне. Слава. Вот, но суть в том, что, оказывается, еще 2 миллиона украли. За один только несколько секунд или несколько минут. Когда это было? Сейчас я знаю, кто их украл. Я долго думал. Вот все 20 лет думал. Сейчас знаю, кто украл их. Но это не Герман Кузнецов. Хоть он стал замминистра финансов, отвечал за деньги по линии Чернобыльна. А до этого его просто Оскар Акаев, он не был вице-президентом. Он его за коррупцию выгнал с вице-президентом и вообще из Киргизии. А Чернобыльна его взял себе сюда. Ну, никто же не знает, что он там в Киргизии делал. Нормальный человек, свой человек, ШП. Вот и все. И да, дальше случилось то, что заговор он был. Но доработали 2 штаба. Один штаб ездил, Саша Абдулов ездил со своим спектаклем, там, возил там, по одной линии, мы ему деньги давали. Деньги мы таскали, которые народ нес, возили по всем, делили по всем штабам, по этим самым. А куда эти деньги девали? Как Чернобыль важно было закрыть вопросы с пенсиями и зарплатами. Это от премьера. Он за это отвечал больше всего. А сколько они там Герману Кузнецову давали? Вот 530 тысяч дали, это поймали с этим. Ну, давайте тогда повторим, чтобы я убедился, что я вас правильно понял. Бизнесмены несли деньги на выборы. Кремль несли. А вот эта аналитическая группа... Я, значит, эти деньги передавал Бородину. Бородин, значит, эти деньги передавал банкиру с Банка Столичный, Смоленскому. Вот они все это учитывали, считали. И вот куда дальше эти деньги? Я не знаю. Единственное, что нам моей службе давали это вот чемоданами по 2 человека, по 2 спецназа возили с одним, со здоровым фибром, это связь, огромный чемодан с деньгами. Ну, все мелочь, что отбирали, которые не доллары, а только в рублях было. То есть, а в тех штабах это были очень большие деньги для тех штабов. А поэтому... у вас уже тогда какие-то напряженные отношения были с Ельциным? Да не было вообще. Ну, то есть... Ничего не... Значит, когда это случилось? Когда значит, украли не 2,5 миллиона, а только 538 тысяч. Они подняли вопль. Таня, Наина, значит, Чубайс не звонил, молчал, что мы арестовали, значит, а мы их не арестовали. Мы их задержали,
Они писали рапорта, вон в книге, пожалуйста, есть самое. Ни одна, на целый лист написана докладная записка, ни одной запятой, ни одного двоеточия, ни одной кавычки. Это такой у нас грамотный, как у нас говорят, сенатор Лисовский. Вот. Вообще малограмотный никакой. Откуда его взяли? Такого. Вот он написал, что это деньги, что я артист. Но это не он там попался как кур в ощупь, потому что за деньгами пришел Евстафьев. А он просто, ну что, давай, пойдем по Белому пройдем, посмотрим, что ты несчастно бываешь. И он попал случайно. Поэтому он написал. Евстафьев молчал как партизан. Ему там врачей вызвали, давление, но он не стал укол давать, делать ему, потому что боялся, что ему что-то не то вколют. Ну и ладно, 5 часов их выпустили, что с вами, видите. Но до этого, да, в 12 часов ночи, Таня пыталась постоянно меня найти. Я просто трубку не брал, пошли в задницу, не хочу с вами. Потом, значит, дозвонились до Барсукова, Барсуков, значит, до соединился, и Ельцин со мной хочет поговорить, 12 часов ночи. Александр Васильевич, вот только после Сотворна. Что там у вас случилось? Что это? Я говорю, Борис Николаевич, да не волнуйтесь вы, мы утром у вас будем на докладе. Придем по 8, как вы обычно работаете. Что доложим, что не переживайте. А что такой шум подняли? А я говорю, мы шум не поднимали. Шум подняли другие кто-то. Мы вообще, и когда поняли в 12 часов ночи, что ничего не получилось, они собирают в Лаговаде, это уже описано во много раз в других интервью, в Лаговаде всю эту банду. Значит, Березовский, Машев, Таня, Киселев, Гусинский, вся вот эта шобла вся, по-другому не могу сказать, собраться и стали думать, как же быть, Чубайс, естественно, как быть раньше. И они решили просто, если ты не умеешь, значит, предотвратить мятеж, надо его возглавить. Они решили его возглавить. Почему? Заявили, что давайте пресс-конференцию мы соберем. Чубайс проник каким-то образом к 11 часам к Ельцину. Ну, это Таня его взяла, она же в Кремль. Кстати, между прочим, я вам прочитал. Ельцин меня попросил выгнать ее поганой метлой из Кремля, чтобы я отобрал у нее пропуск, не пускал ее в Кремль. Она его достала, его, дом достала. Это вы про кого? Таня Дьяченко, дочка, которой по имени. Это было, когда еще штаб был. А я знаю, что я у нее отниму, а через 2 недели она начинает кукушку к нему приползет, там еще с ним попукует, и я же буду виноват. Поэтому я ей сказал, Таня, я тебя прошу, ты недельки 2 к шефу не показывайся в глаза. Занимайся своими делами, в штабе все это не показывайся. Все. Но она так делала, не показывала, поэтому он ее не вывел до конца. Вот. Она так как шпионила, так и шпионила. Простите, я не разобрал. Чубайс просил ее выгнать или Ельцин? Ельцин, почему Чубайс? Какой Чубайс? Чего за нас не было там никогда? Я что, если бы хоть один избиратель узнал, что Чубайс в команде Ельцина, он же его выгнал только из-за того, что за него голосовали. У него сразу поднялся рейтинг вверх, когда он выгнал Чубайса. Вы что, ребята? У него было 4%. Ну и они собрались в Лаговазе. Собрались в Лаговазе, что делать? И приняли решение, что Чубайс идет, значит, Ельцину, все рассказывает про то, что если значит, Ельцин меня с работы не выгонит, ну, меня, естественно, Барсукова, Совца, целая банда, меня боятся одного, меня, на всякий случай, то тогда Чубайс вынесет в открытую, как ведется выборная кампания, все расскажет. На самом деле, и вас так хрен кто выберет, вообще ничего. Вот так вот. И он с этим пошел к Ельцину. И Ельцин поверил Чубайсу, и на Совете Безопасности он представил Лебедя. Лебедя представил тоже. Кстати, ночью Лебедь, до него домой делись, он там наболтал своим идиотским голосом, что он разберется, он начинает тут все, кому надо, там башку поотрывает, все, ничего не разбирался и не нужно было никому. Он мне раз позвонил и сказал, в чем дело, все, успокоился. Так вот, на этом совбезе Ельцин представил Лебедя, и потом говорит, в конце я принял решение, что снять с работы Сосковца, значит, Барсукова и Коржакова. Все. И там все в шоке. Все. Весь совбез, все политбюро пришло ко мне. Все. Саша, что случилось? Все политбюро, все министры, все, кто были в совете. Они были за Ельцина, они были за меня, они были, знали, что это мы в одной команде. Они с Чубайсом. И с той мразью.
И после этого Чубайс пресс-конференцию собирает, а мы забили последний гвоздь, крышку гроба, потому что Ельцин ушли. Они добились нашего снятия и показали, что это они победили. Они отношения не имели к этим выборам. Я еще раз говорю, если только люди узнали, что Чубайс там. Ну, а вы вот когда арестовывали Лисовского, вы не понимали, во что такие ваши действия могли вылиться? Кто не понимает, еще раз повтори. Когда вы арестовывали Лисовского, вы не понимали, что это может Да, привести ну, к такому серьезному конфликту? Да мне не понимал. Мне важно было. Ельцин просил поймать за руку, что это воровство. Я его поймал, вот и принес. Вот он принесли, все. Вот написано, вот поймали, вот тебе деньги, вот за что. Какие артисты? Где ты этих артистов видел? Ну, а зачем Ельцин просил вас поймать за руку вот этого коллективного Чубайса, если он потом решил встать на его сторону? Ельцин, я уже говорил до этого, и сейчас повторюсь. 1 февраля 1996 года ему исполнилось 65 лет. А 2 февраля это был уже старик, который на 15 лет старше, который был под 80. Все, это был развалина, который ничего не делал. Почему я говорю, что я выбор хотел отменить? Но кроме меня никто бы это не сказал. Но я договорился с Шумейко. Шумейко был за меня. Шумейко был председатель федерации. Мы поддержим выбор перенести. Я договорился со многими депутатами в Думе. Мы только за ура выборы перенести. Ну куда, кого мы выбираем? Ну будем достичь пару лет. Кого он назначит, за это время, как Путина. За 2 года он, до выборов он назначил Путина. Потом он сначала сделал начальник контрольного управления, познакомился, как работает администрация президента. Потом его сделал на КГБ, послал, на ФСБ. А потом премьером. И вот за 2 года его вырастили из него президента. То так же и там уже был. Хоть из конца, хоть кого-то не. Если не нравится, назначил Пупкина. Кого угодно. Ведь там же в книге, которая 97-го года, если надо, я тебе подарю, там есть рассказ «Ночной разговор». Это мой точный разговор с Черномырдиным. Когда в середине выборной кампании я поймал Черномырдина, что он собрал 1 миллион подписей. На всякий случай «Газпром» готовил его в президента. Вдруг с этим что случится, а у Черномырдина уже 1 миллион подписей. Он так наложил штаны. Так все, и подписи уничтожил, все убрал. Но вот в этой книге я пишу, что я жалею, что я тогда работал на Ельцина, а не на Черномырдина. Черномырдин порядочнее Ельцина в 1000 раз. Вот и все. Я свою ошибку признаю. Тогда я думал по-другому. Тогда я к нему поклялся за это. Я вот тащу 11 лет вместе работал, и я не мог его предать. Но что он меня предаст? Я так у него в плохом сне. Когда с ним случился инсульт в Китае, когда я его парализовал по телу, и я с ним сидел, его там, по полночи его там, по руке гладил, с ним вместе сидел, и его успокаивал. Он рыдал. Не знал, что делать. А я сказал, успокойтесь. Вы помните это такое, что еще был этот самый Рузвельт? Хороший был президент, 4 раза его выбирали. Замечательно. Но он последние годы на колясочке работал, ничего страшного, увозили. Все. И вы также. Голова работает, слава богу. Пост ставить умеете? Слава богу. Что еще надо? И будем вместе. А вы меня не бросите. Я же вам поклялся, вот порезали 2 раза. Рука вся зарезана. Расскажите подробнее. Брат, кровный брат. Что тебе? Расскажите про эту историю. От чего у вас шрамы? Ну, это противно об этом рассказывать, потому что он трезвый, никогда не клялся. Но однажды мы были с визитом в Якутии, в городе Якутске. Там сидели в бане. В бане ему подарили якутский нож. Хороший, острый, красивый там. Вот. А он любитель был, ножи ему часто дарили, шутить над людьми. Кто-то рядом сидит, он резко на него, значит, кому-то ему руку отрезает. Он только незаметно переворачивал нож тыльной стороной. И верхней частью ножа, значит, полосовал по человеку. Ну, шуточка такая, ну, такая его шуточка. У меня таких шуточек много было разных. Своеобразный был очень человек. Вот. Я это знал, уже попадал на эти шутки, поэтому я был спокоен. Когда ему нож подарили, а я рядом сидел, я был, что сейчас у меня точно так по полосе. Покажет на публике, как он хорошо действует ножом. А я как пугаюсь этого ножа. Он меня полоснул ножом резко, а я не шевельнулся. И он что?
правда, на меня смотрит, и говорит: правда, что это самое, я не испугался? Я говорю: да я не испугался. А если я переверну, ну и переворачивайте. Раз, по-другому перевернул. Он мне бам, полоснул. Кровь как хлестнет, он же попал мне по венам. Слава богу, не артерию. Но хлестанул, будь здоров. Сразу просто не стали рвать, мне рану затягивать. Вот. Он перепугался: давайте самое, теперь мне порежьте, теперь мне давайте. Но я ему слегка чуть-чуть кожу надрезал, и вот он мне, значит, присоединил к моей ране свою рану, и у нас и кровные братья поклялись. Потом проходит пару лет, он уже забыл, и сидим мы в баре в президентском клубе. У него опять тоже бзик нашел, он опять мне руку стал резать. Но слава богу, не сильно, поэтому здесь здесь шрам очень маленький. Значит, резанул. И тоже сам вспомнил: давайте с вами, вы мне теперь порежьте, побратаемся. Я думаю, брата показываем, мы братались с вами. Как? А у меня ничего нету. Я говорю: ну у вас нет, потому что у вас так резали, что у вас ничего нету. А вы могли и кость отрубить. Да, ну давайте все равно. Давайте побратались еще раз. Вот дважды братались мы с ним. А кто кого предал-то? Тот, кто просил брататься, тот и предал. А что это вообще за традиция такая, брататься? Откуда это у Ельцина? Это славянская была всю жизнь, и в Европе это такое есть, и у диких народов постоянно. Кровные братья становятся. Кровные братья, они кровью смешались, вот так вот. Скажите, а вы когда-то вкратце упоминали, что в 98 году существовал такой заговор силовиков, так называемый заговор Рохлина против Ельцина. Это у меня написано. Расскажите. Я не хочу, это у меня в новой книге, поэтому я не хочу. Пойдет? Это в новой книге. Я об этом не рассказывал, кстати. Это я говорил, намекал на это, но не рассказывал. А в новой книге подробнее есть. Хорошо. А расскажите, пожалуйста, про инцидент в Шенноне. Что там произошло в самолете? Когда Ельцин в Ирландии не вышел? Господи, я даже специально вот из таких, как вот вы, повторил, и голову сократил сильно, и в новую книгу унес, потому что редкий журналист не задает этот вопрос. Редкий. Ну, уже все ясно, ребят. Да, у него этот постоянный попойка, у него, конечно, очень сильно организм присоскался. Поездка, полет в Америку был очень долгий, мучительный, и там он себя вел очень нехорошо. Пил, лучше бы выпил 100 грамм водки, а он напивался сухим вином. Помного пил сухого вина, а оно потом действует хуже водки на утро. Поэтому себя немножко еще подгубил. Когда обратно летели, то в Шеноне должна была быть посадка. Договорились, что встреча должна быть с премьер-министром Ирландии. Вот, пока будет часовая обстановка на дозаправку. Наверное, давайте поперемся. Наверное, жена приехала, она почувствовала. Почувствовала, что приехала. Сейчас Славя в гараж унесет. Это Миша? А? Миша, собака? Да. Слава! Слава! Наверное, Алена приехала, когда она чувствует. Ты ее в гараж ее неси. Камера идет? Можем? На чем остановился? Да, полетели. Обычно, когда такие дальние перелеты, то собирается хороший стол. Ельцин приглашает, там, кто в салоне, спрашивает, если он меня вызывает, кто у нас в салоне, кто его устраивает для посиделок. Приятные ему лица. Допустим, Авина он никогда не приглашал, допустим, там еще помощников там никогда не приглашал, кроме Илюшина. Вот, а Илюшин там со Сковца. Черномырь никогда вместе не летали, потому что нельзя летать премьеру и президента в одном самолете. Вот, а так, если Грачев, значит Грачев, если кто-то есть, Барсуков, значит Барсуков, если Ерин, там Ерин был. А таких, как Козырев, если зарубежный, значит Козырев обязательно. Ну, там в самолете достаточно человек до 8-10 нормально усесться. Ну, и, естественно, с Наину до Наину. А последние разы Наину брали все время, потому что боялись, что мало что с ним случится, особенно после инфаркта. И
Быстро закончили, выпили, наверное, по 4 рюмки. Наверное. Я так помню, что недолго, и он что-то мне не очень хорошо себя чувствую порой. Слава Богу, нам как хорошо. Мы и так еще не успели войти в часовой пояс там. Визит в Америку были там не больше 2 дней, 2 суток еще не въехали. И тут нужно снова въезжать в наш российский, московский часовой пояс. Скорее всего, быстренько все разложились. Я если пошел к себе, стоит, у них там 2 кровати, отдельная каюта. А здесь отдельные диваны вдоль стенки, поэтому хорошо очень тут лежать. Завалился, подремать хорошо, перешено. Вот. Ночью толкает меня кто-то. Наина. Алексей Алексеевич, что такое случилось? Знаете, сам Борис Николаевич, он встал, наверное, в туалет захотел, пошел, значит, и упал. Вот. Я говорю, бегом за врачами. Мне еще странно, я сегодня хочу вопрос задать. Она вот, Коржаков плохой предатель, они как говорят. А чего ж ты ко мне приезжал-то, не к врачам? Полный самолет врачей, бригада у нас была, меньше 4-5 человек не было. Все по всем этим самым, от инфаркта, от инсульта, от болезнь самая дворянская. Чего? Подагра. От подагры, и плюс реаниматора, как минимум, тоже 2 обязательно. Поэтому прибежал ко мне. Борис Ильич упал. Ему плохо. Что, беги скорее за врачами. Ну, я пришел, смотрю, лежит. Дальше врачи с ним стали работать. Да. Инфаркта не было, но какой-то был приступ сердечный очень сильный. Все-таки это спиртное повлияло. Я же еще раз говорю, что здоровье у него не ахти было какое. Он глотал по 2 горсти таблеток. Одни таблетки ему выписывали врачи Кремлевские, которые были постоянно, а другую горсть выписывала ему врач Курушина Тамара Свердловская, когда у нее был начальник. Она Наине говорила, что надо ему то-то, то-то, то-то. Наина, ничего не говоря этим врачам, давала ему Курушинские таблетки. Он брал в один карман, клал, у этих врачей брал в другой карман. Но когда мы с ним начали выпивать обед, он мог спокойненько эту сначала выпить, запить водочкой, водичкой мог тоже иногда, а потом и эту. И все равно. Потом врачи вечером, что же у него с ним случилось с давлением, не понимали, что и аритмия тут, черт чего творится. Ему отдают таблетки от одного, а у него еще добавок наинский. А почему сразу не сказали, что был приступ? Почему не сказали? Сказали, нам сказали. А это дальше уже потом он сам придумал, что это надо что-то придумать. Я говорю, скажи, что нет, это нельзя. Не дай бог, узнает приступ. Мне же на выбор еще идти, себя заставлять. Не надо никаких приступов. Ах, ну хорошо, скажите, что охрана не пустила, вы спали хорошо, устали за эти 2 дня, заснули, охрана не пустила, на нас свалите. Вот он и... Вот, да, нормально, я так скажу. Так сказал. Ну, я со скопца просто заставил его пойти. Сказал, одевайся и все, брейся, если тебе надо. Будешь с Оренгольцем встречаться. Оренгольц, премьер-министр. Он не хотел, Ельцин орал из своей каюты, что я не пущу с конца, все, вы с должности я сниму. Орал на весь самолет. А уже дверь открыта была, там было слышно все. Я дверь запер на ключ. И сказал, Олег, иди, все, я не выпущу, не волнуйся. Побежал, хорошо провел время. Пиво, он любитель был выпить пиво, тут пиво хорошее. Гиннес. Так что, в отличие от нас, Гиннес он попил там. А мы с этим, и он сел на пуфик, в окно смотрит туда и плачет. Вы же меня опозорили на весь мир. Борис Николаевич, а хуже было бы, если вы опозорили Россию, если свалили бы с трапа или еще где-то. А он сидит в рубашке, она у него вся в коренных пятах от крови. Уже уколы делали, там, обезболивающие. У нее все это только свою рубашку одела, наверное, а она у нее тут уже все в крови. Естественно, без галстука, естественно, все лицо никакое. А потом отоспался, пока до Москвы долетели.
Ему они вкатили снотворное хорошее. Все, проснулся он. Даже во внука он какой-то был сонный. Видно, что только-только проснулся. Только-только встал с постели. Свежесть была. Настоящего поспал. Ну, Ельцину, судя по всему, было проще общаться с людьми старорежимными, что ли, со Сковцом, с Барсуковым, с Черномырдиным, чем, скажем, с Чубайсом, с Гайдаром, да? Почему? Он прекрасно общался с Чубайсом, только здесь такое впечатление было, что Чубайс, когда на Западе обучался, ему, значит, уроки хорошие дали гипноза. Ельцин был очень внушаемый. Я когда хотел у него выиграть бильярд, отомстить ему за плохое поведение, я у него выиграл легко 8-0. 8-0 бильярд выиграть у президента. Это надо иметь такое мужество. После этого он бесился, разбивал кий, $200 о бильярд, и со мной неделю не разговаривал. А это он меня обучал учить в Прибалтике, когда вот на 2 недели мы уехали. Что там было делать? Вот в бильярд играли, бильярд и в теннис. И потом я научил играть в бильярд. Сначала первый раз я мне дал, а потом уже я без него научился. Вот, так я просто спокойно внушал ему. А Чубайс внушал так, что это было... Он выходил и говорил, сидели с ним полчаса, я не могу ничего вспомнить. О чем говорили? Все подписал, все подпишет ему. Я ничего не мог сделать. Чубайс с ним уходил, ну а что там, бумаги, подписывал бумаги. Давай, Александр Васильевич, давайте выпьем, наливайтесь. И этим все глушил. Что после Гайдара он так глушил? Потому что ничего не мог понять, что Гайдар ему говорит. Но надо было Гайдара отставить. Он отставил руками-ногами никакую. Он даже взял на себя должность премьер-министра, а Гайдар был от начала до конца вице-премьером. Потому что Ельцин он не сдавал. Но ничего не понимал, что Гайдар хочет. Ну, если ничего не понимал, то значит, что-то чувствовал. Он понимал, что это то направление, по которому необходимо идти. Да, надо было. Тем более он уже, как говорится, обрубил последний конец, когда с коммунистами разодорился, когда он ушел с конференции тогда, все, партбилет свой сдаю. Все. То есть ему надо было что-то новое поколение, к себе новую команду делать. Вопросов нет, просто надо же было угадать, они же одни и те же все были, с одной командой. Это хорошо или плохо, я не знаю. Я считаю, что экономист должен быть один человек, а военный другой человек, там кто-то там социологии профессионал, медицина профессионал свой, а не одна куча из одной банды. Ну, то с одной банды все. То, как вы сейчас тусуются, так и это. Там то же самое сначала тусовали, а потом. Ну, хоть менял часто, и то хоть хорошо было в этом плане. Александр Васильевич, а расскажите, где они взяли Путина? Где они Путина взяли? Как они Путина нашли? Почему Путин? Это знаешь, давай так. Моя книга выйдет. Если тебе захочется, со мной потом. Про Путина вообще отдельная тема. Он маленький, злопамятный. Потом у меня же еще дети есть, внуки. И не хочется. А я знаю, что не прощает. А в книге будет все-таки? Очень много. Очень много. Не боитесь? Книг не боюсь. А я дал почитать детям. Детям? Дети почитают, дети знают. Его детям? Моим детям. А вашим Почему? детям? Ну, жена была сначала против. Значит, меня уже не переделать. Мне 67 лет, и я не исправлю, я другим не буду. Холодильника не было. У нас же самая главная болезнь у нас в России – это холуизм. У вас есть хэллоуизм в Америке, а у нас холуизм. Причем не халуйство, как у нас говорят. Халуйство – это подневольный человек халуйствует, раб. А халуизм – добровольное. Халуйство добровольное. Это разные вещи. Александр Васильевич, вас всегда, ну, по крайней мере, в последние несколько лет до вашей отставки, воспринимали как такого серого кардинала, да, начальника охраны, который где-то за спиной там маячит. Серый кардинал был не я, серый кардинал был Юмашев. Мы Юмашева про это спросим. А насколько у вас было влияние на Ельцина? Вы могли как-то влиять на его решение? А я тебе могу сказать, что
Когда ему было трудно, он меня всегда спрашивал совет. Это было и раньше, особенно в последнее время, когда ему совсем было... Когда он запутался с прокурорами. Когда ведь глава администрации президента Филатов, его поставила не Ельцин, его поставила Наина. Очень мне нравился этот негодяй, фамилия Филатов. Такой божий одуванчик седой. А он же был предателем, он был, когда работал заместителем у Хасбулатова, и когда Ельцин попросил его себе забрать в администрацию, он его отдал, и после этого устроил в Белом доме банкет, по поводу, что они избавились от Филатова, и такого идиота подсунули Ельцину. Вот. Он же обычный казнократ, обычный коррупционер, как еще модно говорить. Бандиты Ставропольские ему построили дачу. Этот забор стоит дороже, чем этот дом у него. Мы же за ним смотрели, следили. Он очень страшно боялся службы власти президента. Потому что считал, что мы хуже гестапо, что мы его подслушаем. А я никогда не боялся, что меня подслушивают. Потому что если я что-то задумаю против страны, это одно. А если я все честно говорю, что думаю, то говорю. Могу так сказать тебе в глаза, могу за глаза где хочешь. Как я думаю, так говорю. А ты боишься. Значит, ты действительно со мной негодяй. Вот он решил поставить своего генерального прокурора. Сначала он пытался поменять судью Лебедева. Придумали такую феньку, что Ельцин когда-то работал в Свердловске, так какой-то был судья Лебедев. И очень был уволен, не уволен, переведен куда-то по неблаговидным поступкам. За неблаговидным поступком. Ельцин его не любил. Не взлюбил, вернее. И он однажды наврал, что нынешний верховный судья, то есть председатель Верховного суда России, Лебедев, Вячеслав Михайлович, это тот самый Лебедев. И Ельцин тоже ему кандидаты дал двух женщин, которых я сейчас знаю фамилии, они до сих пор еще судят. На хороших должностях. И хотел поставить свою, протеже на Верховном суде, то снять. Когда я об этом узнал, я съездил сначала к Лебедеву, узнал, он говорит, я в Свердловске никогда не был в жизни. Не то, что там работать. Пришел, и Ельцин рассказал об этом. И Ельцин, вот это, то, что ему уже было заготовлено. Ведь кто такой глава администрации президента? Это второй человек в России после президента. Тот, кто рабочий день президент начинает. Бумажечки, это надо подписать, это надо подписать, это подписать, это подписать. Они черномырные, они не премьер-министр, и не какой-то там начальник Думы, это вообще забудьте. Поэтому, когда Ельцин обманул весь народ и поставил Чубайса главой администрации президента после выборов, вот это тут все просто матка пустилась, у кого она была. Он сделал регентом у сумасшедшего, больного человека, регента поставил Чубайса, главного врага всей страны. О чем речь? Если кто-то мог об этом в плохом сне придумать, не мог бы. А вы будете выборы, что это мы выборы. Что-то плохое делали. У нас Чубайса не было. Так вот я к тому, Филатов, глава администрации. Лебедев не получилось. Что он делает? Он решил поставить своего генерального прокурора. Нашел Лешу Илюшенко. Сначала он его сделал начальник контрольного управления. С ним тоже хороший парень, но молодой, 30 лет. У него очень быстро крыша поехала от медной трубы. И хороший за Ельцина, контрольное управление. А давай-ка мы его сделаем генеральным прокурором. Тем более он был в Красноярском крае, уже был там прокурором каким-то. Не знаю, не всего края, наверное, там города или... должность, давайте сделаем. Будет свой карманный прокурор. Раз судьей не получилось. Делает его... Ельцин представил, Ельцину понравилось, да. Ельцин его подает на Совет Федерации. Совет Федерации по Конституции должен утверждать генерального прокурора. А Совет Федерации тогда был полноценный. Губернаторы и главы парламентов республик, субъект Федерации. Категорически нет. Молодой, ни опыта, ничего, куда там все. Нет, все равно назначу. Назначает его. Делает... Вот он 2 раза такие делал ходы, когда вот Путин тоже придумал, глядя на него.
Но если ты не можешь, не имеешь права назначить, сделай это исполняющей обязанности. И все, не нужно спрашивать разрешения у Совета Федерации, а исполняющей обязанности может быть хоть 10 лет. То же самое, нельзя начать войну против Чечни, не поимев, значит, решение Совета Федерации. Хорошо, можно сделать контртеррористическую операцию. И не нужен никакой Совет Федерации для этого. Так что, это так на всякий случай. А ты уже можешь ассоциации делать с нынешними вопросами трехгодичной давности. А вот, значит, Филатов, прокурор, прокурор так старался за Бориса Николаевича, так старался, но даже программа «Кукла» была. Ну, не нравится она тебе, ну и черт с ней программа. А Ельцин же был демократ. Ведь при нем, сейчас только вспоминаю, что только при Ельцине, когда, при раннем Ельцине, при первом, а не при втором, когда стал министром Лесин, и когда он задушил демократию в прессе. А тогда можно было все, что хочешь. Тогда и выросло и «Эхо Москвы», и НТВ, и все, что хотели, все было очень много разных каналов. И куклы даже. Я смотрел, я не смеялся с программой, но мне тоже было не очень приятна моя физиономия в куклах. Вот, но все равно мне было смешно. Вот. И Ельцин также. Нет же. Тут же Леша, он хороший парень, что я говорю. Ну, молодой. Углядел, что он подумал, что надо так вот Ельцин, это тот самый халуизм. И запретил эту передачу. Ну, нельзя. Президент не запрещает прессу, а ты запрещаешь. И он запретил. Ну, еще. Разозлил всех. Тут как пошли все его поливать. А тут еще вляпался он с тем, что там у него один был негодяй, который его вляпал, там, взятки ему там, квартиру обставил, там все это. Короче, с деньгами, с коррупцией. Все. Лешу пора снимать. Я говорю, Лешка, уходи. Я с Ельцином договорюсь, тебя сделают замминистров юстиции. Уходи спокойно, мне не надо. Нет, дождался того, что пока Ельцин не дал команду, что ты матери, уголовное дело и так далее. И вот Леша сел вместо того, чтобы быть там. Это того, кого Филатов. И тут Ельцин растерялся. Я же не спрашивал Коржакова, а кого мне генеральный прокурор назначит. А уже вляпался. Один был до этого стал раньше времени писать мемуары про все допросы свои переписал с ГКЧП. Вот, все, что секрет, книгу целую сделал, скорее деньги заработал. Другой вот, значит, Google запрещает пресс товарищества президента. Она же думает, что он ему приказал. Александр Васильевич, будь добр, подбери на генерального прокурора. Вот этот я выбирал. Это, наверное, единственное крупное, самое мое, что кадровое мнение, которое я, крупное. По мелочам было много, но когда он меня спрашивал. Вот. И, кстати, мне это было не очень трудно сделать, потому что я тут же запросил, мне дали примерно 15 личных дел прокуроров, которые субъект федерации. И одно дело Скуратова принесли, он был директором института прокуратуры. Я когда читал дела у каждого, которые потом стали прокурорами, потом после Скуратова. Устинов, там, другие, Чайка, все у меня были. Я тогда уже нашел у них такую составляющую, что их близко нельзя генерально подпускать. Никого. Вот. А Скуратов подошел тем, что он единственный, кто ни с кем не был завязан вот так вот, как показывает, что видно было на экране. Никакой не было коррупции. Вот. Я его вызвал на беседу, с ним поговорил, но сказал, Юрий Ильич, у меня только одна просьба к тебе. Даже если будет тебе звонить президент, даже если будет звонить Александр Васильевич, значит, где-то еще, и просить, чтобы кому-то там или отпустить, там, или сменить там меру наказания и так далее, я говорю, сразу всех посылай на 3 буквы. Сразу всех. Хоть и президента. Все. Будешь так делать? Да, буду. Хорошо. Очень даже рад. Такой мужик честный. Что ты думаешь? Да, я еще прочел, что мне понравилось, что он, оказывается, закончил институт Свердловский. Значит, уже будет Илюшин, который первый помощник, мой главный конкурент, который сегодня со мной в книге о нем подробно написано, кто он такой.
Значит, он, значит, за него зацепится и не будет против. Ельцин к нему скажет: как ты с этим, с Скуратовым? Он тоже Свердловский, кажется, наш, наконец-то. Слава Богу. И вот я после этого говорю: Илюша Виктор Алексеевич, сейчас тебе придет Юрий Скуратов. Вот это дело, я тебе присылал, или уже заранее. Ну, короче, познакомься с ним и подумай насчет того, что ее предложит агент прокурора. Все, он тоже довольный. После этих бесед Ельцин его назначил, ведь он сидел генпрокурором лет на 6 или с не больше. До самого до того, пока не придумал Бородин ему эротическую сценку, которую показали по российскому телевидению. Это Бородин, когда тут уже с Карло Дель Понте уже планировали видеть международный розыск, международный арест на Бородина, потому что тот повязан был. И 27 миллионов в швейцарском банке, он от них отказался, не мои, не мои. Ну, сказали: или скажи, откуда у тебя эти деньги, или это самое, не твои. Вот он отказался от них. А у него еще и в немецком банке, и в американском банке. Вляпался. Его арестовали в Америке, потому что он поехал. Там же есть банки Нью-Йорк, Bank of Нью-Йорк, еще где нужно сколько-то раз, там, 3 года, там, или там 2 года, или раз в 5 лет приезжать и себя показывать, и еще подпись подтвердить, что ты живой и остался. И вот он для этого поехал. А придумал, что его там на инаугурацию пригласили. Кому он там нужен был? Поэтому вот, на него очень большое дело готовилось. Он знал, что ему капец. Но для семьи, для Тани это был удар сильный. Был, потому что он всем их... Там тоже все описано. Еще в новой книге. Удар, в смысле, когда его арестовали в Америке? Да. Его арестовали по ордеру Швейцарии. А поясните, почему для них это был удар? В смысле, репутационный? Потому что, ну, когда Березовский-то ему отказывал в деньгах, то Бородин все делал. Что управдил президента. Все делал. Папа главный, а этот все его. Любые просьбы. Любое. Все, что моя левый мизинчик на правую пятку не захочет. Но все равно я вот сейчас слышу в вашем голосе, что несмотря ни на что, когда вы говорите о Ельцине, именно о нем, вы все равно с какой-то теплотой про него говорите. Мне смешно. Он несчастный был в последнее время. Несчастный. Более того, когда это случилось, когда он выгнал меня, значит, с должности, через 2 недели после выборов мы уехали в Сочи. Только решили поехать в Барсуком. Я взял жену, дочку и подружку дочку, мне было не скучно. Вот, и он тоже с кем-то. Вот, и на второй день к нам прибегает директор этого, тогда еще Сатори не называлось, но и как-то, ну, это Сатори, Русь, бывший Цыковский, один из самых лучших сачех. А у нас с директором были очень хорошие отношения. Прибегают, все, вас срочно Москва, вас там помощник Коробейчиков, помощник Ельцина вас вызывает, переговорить. Ну, ладно. Поднялись директор с пляжа. Ну, то Коробейчику, Сам Васильевич говорит: срочно в Москву вылетайте. Борис Николаевич вам назначил встречу на 9 часов в Барсукову, на 9:15 вам. В Кремле вас ждет. Ну, ладно, будем разговаривать, а то как-то неудобно получилось. Уволил нас и не объяснил, за что. Значит, приезжай. А как было? Только приехал в Сочи, опять собирать. Тогда были очень дорогие билеты, по миллиону. Миллион уже не как сейчас, немножко помельче, но все равно. Билет стоил 1 миллион, мы отдали 4 миллиона, и нужно снова 4 опять назад ехать. Ты только в море не покупался. Ну ладно, поехали. Тут же мне машину утром присылают, все возвращается. Значит, едем в машину, еду в Кремль. Звонок. Кузнецов звонит. Это который прикрепленный остался за меня, который толстый. Там у него очень большая роль в этой книге. Очень большая роль. Я еще написал, что за эту роль он должен был получить за заслуги перед Отечеством. Я его наградил за то, что он там совершил. Какой подвиг.
Вот, он говорит: Александр Васильевич, говорит, встречи не будет, как-нибудь. А мне же так было хорошо. Барсукову дал 15 минут, а мне 45. То встреча у него должна была быть в 10. То есть мы с ним еще и по рюмке к нему побольше поговорим. Я же всегда более заслуженный, чем Барсуков-то. Я у него был, пришел тогда, когда у него никого не было, его хранят. А не сам не Барсуков, который я взял Барсукова к нам. Взял комендантом Кремля, потом уже до КГБ дошел. Вот. Не будет такой, да что такое? Почему? Ты знаешь, мы же из Сочи прилетели для этого. Понимаете, он утром вышел из дома, сел там на кресло, долго сидел, думал, потом встал и говорит: отмените эти встречи, я этих встреч не выдержу. Даже нет, я эту встречу не выдержу. Меня. Поэтому меня он помнил. Барсукова потом снова взял на работу через год. Совбез, в отстойник. А мне даже ничего не предлагал. Он просто им сказал: ну зачем Коржаков написал эту книгу? Зачем написал? Зачем ты меня выгнал? Без зарплаты, без пенсии, без всего. И вот просто так, на улицу. Мне даже туда книжка осталась там. Я зарплату стал получать в Думе, когда депутатом стал. Только через несколько месяцев, когда мне они сказали, что в отделе кадров, что я должен принести справку, что я не получаю деньги в Кремле. Депутатом избрался, мне положена зарплата, а мне не платят. Мне нужно было, помощник пошел в Кремль, вот это обошел все, кого только можно, что я в Кремле с такого-то числа, с 20 июня 96 года я не получал ни копейки. Все. Да, мне стали платить зарплату. Так кинул. И как я живу, чем я живу, ему это было до фени. Но зато потом рассказывали, что где-то года полтора, может, даже больше, он частенько в дороге засыпал, и на работу его привозили. Первое, что делал, как просыпался: а где Коржаков? Все время, постоянно. Я ему снился: а где Александр Васильевич? Что, его уже нет, да, вы же его сами стоптали. И вы ни разу с ним не виделись, да? Нет. Когда он умер, то мне тоже многие звонили: ну как вы, пойдешь? Не пойду. Для меня он умер тогда еще. Александр Васильевич, спасибо вам огромное. Было очень интересно.